Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Уарти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 16 февраля 2022 года. Сегодня у нас стрим, Zoom стрим. Любой желающий может войти в чат и пройти по ссылке, которую я вам сейчас загружу, и принять участие в нашей конференции. Так, наверное, посмотрим. Салам Ашалу. Довели, приветствую. Где чат? Вот он, чат. Наверное, то, что я сделал, наверное, надо завершить опрос, потому что, наверное, не получится. Так, сделаем закрепить. Закрепили. Вроде бы как. Все, вроде закреплено показывает. Маш Уойсан, Хауми Турполваш, Онах, Аслан и все остальные. Маш Уой, Леди Хойуэль, Маш Дейлер Салам, Маш всех приветствую. Фримана, Ибрагима, Асланбека, Довели и всех. Так, Клайпеда. Да, сегодня почему-то интернет вообще летит у меня, как обычно. Видимо, может, я быстро все это сделал, и на среду они не рассчитывали. Но картинка вообще идеально все. Как обычно у меня интернет сегодня работает. Вернее, именно в это время, ближе к стриму. Что не может не радовать. Итак, сегодня мы обсудим Украину. Сегодняшняя тема у нас Украина, война в Украине, большая война. Война идет уже 8 лет. Будет ли новое широкомасштабное наступление фашистской России на свободную, независимую Украину? Будем наблюдать, будем смотреть, будем сегодня обсуждать. У нас разные мнения по этому поводу есть, так как многие уже запутались тем, что происходит. Но в начале нашего стрима я хотел бы поздравить Литву с Днем Независимости. Сегодня День Независимости Литвы, как мне вот подсказывает наша уважаемая подписчица Довели. Поздравляю всех литовцев, поздравляю с Днем Независимости и всего самого хорошего, процветания, сил, мощи вашей великой стране. С уважением, чеченец. Так, пойдемте дальше. Лена, салам всем, буду слушать. Зачем слушать, Лен? Заходите, сегодня мы будем говорить на русском, поэтому herzlich willkommen, как говорят немцы. Заходите все, всем рады. Эд, ты тоже можешь зайти, если есть желание. Салам, Эд, всем свободным людям. Салам, салам, Эд, приветствую тебя, рад тебе видеть. Хорошо зашел. Так, Фриман, антипутинизм. Сам Путин сказал, если 7 лет побыть президентом, то можно сойти с ума. Вот и едет у него крыша. Мне кажется, он сошел с ума, Фриман, когда он взрывал дома еще. С тех пор он уже не в порядке. Шульдамага, салам алейкум, ассалам алейкум, ассалам, Шульдама, шуэль. Так, как зайти? Вот смотри, в чате, в чате, где написано Reality HRCI, подключиться к конференции. Нажимаешь просто на нее, но у тебя должен быть загружен Zoom. Программа Zoom, знаешь такой. Вот нажимаешь, и я тебя принимаю, ты заходишь и рассказываешь, как у вас там в Америке думают по ситуации в Украине. Витание с Украины, перемога за нами. Однозначно, ВВ Доктор, однозначно. 100%. Уже Путин уже там визжит, кряхтит там, что только не делает. Так, гражданин Ичкерии, как обычно к нам заходит гражданин Ичкерии. Рады тебе, гражданин Ичкерии.
у тебя камера включена. Вот теперь есть волк на месте. Все отлично. Это наша служба безопасности. Если что, он будет как этот... Из клуба видели, как выносит? Гражданин Ичкерия будет выносить всех бузитеров с нашего чата. Желаю Литве безопасности и достойной жизни для народа. Уже рад за ваши успехи. Говорит Фриман Антипутинизм. Поздравляет Литву. Присоединяемся же, конечно, все. Так, Иса Медаев. Ассаламу алейкум. Ассаламу Машал Дума Саргабуса Вежешки Жешка. Ва алейкум ассалам. Иса Машуэль. Хали Гали к нам заходит. Такой ник я встречаю, по-моему, в первый раз у нас тут. Ну, посмотрим. Добрый вечер, Александр Лебенский. Добрый Александр. Рад вам. У нас можно до 100 человек быть сегодня в нашей конференции, в нашем чате. Так что заходите. У нас запрещен мат и оскорбление. Все остальное, ну, конечно же, фашистская российская пропаганда. Ну, вообще фашистская у нас запрещена пропаганда. Так, Хали-Гали. Мы вас видим, Хали-Гали, но нет звука. Похоже на чеченца, Хали-Гали. Аргно, салам Машал, Дума Серга, здоровенько была Украина. Маш Вовель, Аргно, мы тебе тоже рады, Аргно, заходи, обсудим. Фриман антипутинизм нравится, не нравится, Россия все же развалится. Да, Алмула, да, Алмула. Хали-Гали, такое бывает со звуком иногда, когда в первый раз заходите, нужно будет выйти и еще раз попробовать зайти. Не слышно вас, Хали-Гали. Надо выйти и снова зайти, и тогда у вас должно получиться. Такое бывает. Так. Вот такие вот дела. Так, нам пожаловал Альви. Лена, спасибо, Асланчик, но я пока могу только слушать. Вы все здесь у меня в сердце, и у меня сердце спокойно, и что все вы в здравии, в порядке. Пожалуйста, Лен, рад был бы вас увидеть и услышать. Но, наверное, в следующий раз. Пугая внешним врагами России, убивает изнутри, но не меняется веками. Девиз царя «Воруй и лги», говорит Фриман антипутинизм. Так, Эд Мамедов, Асам, меня в РФ иногда называли нацменом, особенно когда приезжали родственники. Я понимаю, что так пытались меня оскорбить, но я не понимал значения этого слова. Ну, ты и есть, в принципе, нацмен. Нацмен – это национальное меньшинство. Евреи, чеченцы, азербайджанцы в Советском Союзе были меньшинством. Хали-Гали, у вас включился звук. Теперь у вас должно быть слышно. Скажите что-нибудь. Хали-Гали, скажите что-нибудь. Поэтому это, я не думаю, что это оскорбительно, но это такой имперский термин, который, ну, принижает, да, это в какой-то степени, конечно, это принижение нацменьшинства, да, такой младший брат, как они любят говорить там, и так далее. Поэтому, ну, это не так, они могут и похлеще, ты же знаешь это. Фриман антипутинизм. Просмотр российского телевидения уже через месяц гарантирован как минимум тошнотой, рвотой, головной болью, а можно и в дурку загреметь. Ури, ассаламу алейкум, салама шалду, масарга аслан, говорит Ури, ва алейкум ассалам, Ури. Машуэль. Ну все, молчат. Альви молчит. Альви, давай ты хотя бы выручай, а то я один тут.
Как ты знаешь? Да пока мы не разговаривались, Машу, салам алейкум. Валейкум ассалам, Машволь. Раз у нас тема украинская, надо тоже по-украински, как там, заравенки были, да? Да, вітаю. Ічкерійцям справжнім моя повага, Александр Лебянский. Витаю, Александр, рад вам, гражданин Ичкерия, дал мула, все будет Ичкерия, дал мула, гражданин Ичкерия. Хали Гали, хала ори, шульдамаг. Ну там Хали Гали не смог. Я думал, начальник смены, надсмена. Тогда уже нач смена. Гражданин Ичкерии. Ну все, вы не одни, Киев смотрит. Доктор, рад вам, спасибо, заходите. Будем сегодня обсуждать рідну Украину, рідну неньку Украину. У каждого народа свои герои, только у русского народа одни насильники, садисты и убийцы, и со временем их в России возводят в ранг святых. Ну, если исходить из героев России, да и последнего, и Буданова в том числе, и Шаманова, и других, то да, это правда. Фриман антипутинец, корм подорожал, и нужно Ахлос отвлечь войной. С Украиной уже опасно, Путин будет ею пугать, пока ему не дадут по шапке. И сами, да, а сам мы не меньшинство. Это китайцы могут сказать, что русские нацменьшинство. Да, абсолютно верно. Но мы вообще не имеем отношения к России. Да, России. Россия, Россия. Когда же ты уймешься, или тебя кто-нибудь уймет? Так. Так, а если скрыть без видео, можно тоже такое делать, да? А теперь как это вернуть? Отслеживать, скрыть свой вид. Размыть мой фон. А можно и так, смотрите. У кого есть, можно фон сзади сделать таким размытым. Так, ну что, собираетесь? Так, лучше так. Так, Дельди, Кубо, Урест, да, Дейрух, да, Алмала. Всем салам, витаю, шалом, Владимир Рабинович. Витаю, шалом, Владимир Рабинович. Александр Лебединский. Россия вже ніхто в цьому світі. Владимир Рабинович, привет, слава Украине, та и героям. Героям слава. Так. Асан, как думаешь, война будет? Твой прогноз. Я думаю, побоится Путин. Он теракты там. Я еще до сих пор придерживаюсь мнения, что Украина стягивает свои войска для того, чтобы восстановить конституционный порядок на территории Донецка и Луганска. И Путин всячески пытается этому препятствовать. Открыто Путин не пойдет, мне кажется. Ну, он слишком большой трус, чтобы пойти на такие вещи. А если же он пойдет, ну, значит, уже ему окончательно сбрендил и так далее. Ну, и он намного больше совершал глупых вещей, трусливых вещей, чем сейчас. Но тут у него есть все основания этого не делать.
Потому что, ну, это просто самоубийство. На такое самоубийство, мне кажется, он не пойдет. Но есть еще и другая сторона. Это как бы исходить там из того, что мы знаем. А в какой ситуации находится Россия сейчас, мы не знаем. Вернее, вот всех тонкостей и моментов, внутренние какие-нибудь конфликты. Ведь если начать войну, то вот огромный сброд, который, в принципе, Путиным недоволен, его можно отправить воевать в Украину. Он как верховный главнокомандующий может отправить их туда. И вот эти разные генералы ФСБ, военные, в первую очередь военные, с которыми у него там не очень хорошие отношения, их можно будет утилизировать на территории Украины. А все, кто будет возражать, их объявить врагами народа, шпионами там и так далее, и так далее. Поэтому, ну, не знаю, 50/50, посмотрим. Да, Льви, тебе слово. Я думаю, я могу даже с тобой поспорить, что Давай. все-таки будет, что война все-таки будет, хотя это, конечно, это неприятное событие. Война – это всегда смерть. Просто ты во многом прав насчет того, что Путин ГБшник, он там любит всегда спецоперацию, трусоват, конечно, открыто против Запада пойти. Но тут, мне кажется, есть два фактора. Угу. Во-первых, Китай хочет, чтобы Путин войну начал. Угу. И они как-то его подталкивают к этому. На мою думку, это из-за этого ковида. Если когда вся история с ковидом закончится, с Китая начнут спрашивать. Поэтому Китаю очень выгодно какой-то вот такой войной это дело замылить, оттянуть, и чтобы это рассосалось. Это раз одна. Второе, ему выгодно это с точки зрения Тайваня. Ему нужно посмотреть, как там удастся ли США, отступит ли США перед угрозой тотальной большой ядерной войны, или все-таки не даст заднюю. То есть это очень важно, это как бы протестировать. Вот это со стороны Китая, если там мы об этом подумаем. И есть еще вот такой внутренний, вот этот Путин, он же как пахан некой банде. Это же кремлевская, это же мафия, такая банда. Ну, несколько банд, я бы сказал бы, Алюй. Там много группировок, над которыми он как бы стоит как арбитр. Ну вот поэтому он как бы пахан должен марку держать. Also, типа, если он уже это как бы двинулся на Украину, он такой, это, знаешь, как в шахматах. Какой ход ты не сделал, твое положение ухудшается. Есть такая ситуация там. Цуцванг, по-моему. Цуцванг, да. Вот в такой ситуации, если он сейчас даст заднюю, начнут такое, там, понимаешь, Путин трусил, там украинцы начнут над ним издеваться. В общем, у него такое есть вот это человеческое, такое иррациональное, когда он вот видно, что Россия может рухнуть, если он полезет, но он все равно на понтах попытается там проскочить. И этот фактор очень сильно играет. Если ты, не знаю, помнишь ты или нет, вот этот генерал Лебедь, когда мы подписывали с ним вот этот договор, вот он просил нас не делать этого, там, кричать, что мы там Россию победили, вот это, чтобы как-то мы это аккуратно так, потому что он говорит, что это будет помогать партии войны снова войну начать. Что-то типа такого он просил Масхадова. Типа, скажем так, с этой победной пропагандой поаккуратнее быть, что вот, если так можно это выразиться. Такую просьбу, я это помню. Поэтому я говорю, что там вот эти, скажем так, она слабо, все это такое. Ну, это же урка, такой зоновские порядки же у них. Вот у них это очень-то важно. Возможно, что Путина на слабо вот так возьмут, и он там возьмет и ломанется. Как-то он не может дать задним, мне кажется. Если не сегодня, то завтра. Ну, что война, она идет, и она не закончится победой только лишь одной из сторон, это понятно. В любом случае будет война, которая дойдет до очень серьезных событий. Для Украины это экзистенциональная угроза, это бесспорно.
Ну вот возьмут на слабо, я не верю, что возможно Путина взять на себя, потому что если дело обстоит так, что ему это угроза для его жизни, он царь, он над всеми стоит, его на слабо взять нельзя. И для него в этом плане очень так. Он царь, над всеми стоит. Собор делал вот этот звук, Арно, у тебя звук и там работает, и поэтому здесь эхо отдается. Поэтому, Альви, я не думаю, что так станет вопрос. Единственная ситуация, что есть другая угроза, и вот у него стоит вопрос, или же он нападает на Украину и ввязывается со всем миром в схватку, или же есть внутри страны какая-то сила, которая скажет, что вот ты бросил русских там, или там еще что-то, и мы тебя там свергнем и так далее. Вот он может в таком случае пойти. А так теракты, диверсии, ну вот все остальное, это, конечно же, оно идет, но я думаю, это может приобретет и более массовый характер, более масштабный характер, может даже применение ядерного оружия, взрыв какой-нибудь там небольшой бомбы или же атомной электростанции и так далее. Ну ладно, поприветствуем нашего нового гостя Арно Машвовель. Ассаламу алейкум. Арно, у тебя я выключил звук, ты можешь включить звук и поприветствовать зрителей и нас, если хочешь. Их едксун, не знаю. Обращаюсь сейчас к украинцам. Так, не буду я это зачитывать, доктор. Раз ты уже написал, то так. Так, Маждада, ассаламу алейкум, салют, салам алейкум, ассалам. Машволь Маждада. Так уж РФ обрушивает экономику. Также РФ обрушивает экономику Украины, а воевать Путин не сможет. Рашисты трусливы, как только пойдут гробы, начнется мобилизация, алкаши взбунтуются. Ну да, в какой-то степени, да, это тоже. Если гробы пойдут, конечно, они уже начинают по-другому себя вести. Эдмамедов тоже. Асан, у меня не получается. Ну да ладно, может я так скажу. РФ этой ситуации блефовала. Последнее время на РФ и на Путина никто не обращал внимания. Этим РФ добилась, что на нее обратили внимание. Да, на самом деле, да, это ты прав. Даже вот эти маневры, которые сейчас совершает Путин, военные маневры, они привлекают Путина, его обсуждают, он тут на мировой повестке. И это очень важно еще для его окружения. Показать, в каком напряжении он держит Запад. В каком напряжении держит Запад. Посмотрим. Лебедь спас Россию от позора, да? Хотя вряд ли уже что-то спасет. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, украинский народ, Киев, Одессу, Мариуполь встанет. Фриман антипутинизм. Аду Давлетук. Лебедь просил, чтобы не позорили на весь мир Россию, проигравшую мизерной Ичкерии войну. Да, совершенно верно. Если Путин нападет на Украину, свои же, как Троцкого, ледорубов. Но он в этом плане он защищен, мне кажется. В случае вторжения в Украину российских оккупантов в плен, это я сказал, я не буду читать. Чечня не Россия. Путин отходит только для того, чтобы расколоть украинцев снутри, проверено на чеченцах. Да, может быть. Аргно, ты должен выключить один из аппаратов, где ты слушаешь, потому что эхо повторяется. Машволь. Вовочку уже пора прописать галоперидол. Фриман антипутинизм.
Так, Путин с шакалой напрямую не будет воевать. Да, доктор, мне тоже так кажется. Ну и вот мысль Чечня не Россия тоже очень мне нравится. Путин отходит только для того, чтобы расколоть украинцев снутри. Метод проверен на чеченцах. Ну, методы у них одни и те же, да, и это очень такая интересная мысль у тебя. Так, Даулю. Ассаламу алейкум, дал си дойль шу. Ва алейкум ассалам. Амин масера дойль ва дал си. Так, Аргно, хайзи. Аргно, ты не выключил. Повторяется эхо. Эхо идет. Да, у тебя работает сам YouTube, и ты еще вошел. Тебе нужно выключить, остановить YouTube. Эхо. Работает сам YouTube, и ты еще вошел. Тебе нужно выключить, остановить YouTube. Угу. Окей. Я тебе выключу звук пока, чтобы у нас в эфире не было эха. Фриман Антиподин известие. Российская Федерация озабочена своей безопасностью. Ей надо предложить для начала убраться из Молдовы, Грузии, Чечении, Крыма и Донбасса, что будет безусловно способствовать разрядке международной напряженности. Фриман Антиподин. Маждада. Наоборот, украинцы сплотились как никогда. Да. Забить дебил, нужно ждать каких-то провокаций. Пока что предпосылок нету для войны, но может произойти все резко. Признание ЛДНР может значить что-то мутят. Как нет предпосылок, если около 150 тысяч войск и в Белоруссии, и на границе российской с Украиной собраны. Все, предпосылки есть. Александр Лубенский. На жаль, у Украины приблизительно 40%, кто готовы воевать и Шакраину. Это очень хорошо. Так, друзья, вы... Аргно, у тебя звук... Вот. Хинц хэшу, ассалам алейкум. Машволь. Алейкум салам. Маш мушдал чумасу. Духан ювачи аслан... Да, есть такое. Давай по-русски только, Агно. Окей. Да, хотелось бы слышать украинцев, как они думают, будет ли не будет война. Хотя эта тема очень важная, очень на сегодняшний день. По моему мнению, что война будет. Она не будет неизбежна. Не крупномасштабная, но война обязательно будет. Но она идет так-то, они стоят. Такая-то война, она идет и не остановится. Каждый день я разговариваю с нашими ребятами, кто в Украине. Они говорят, каждый день гибнут люди, каждый день гибнут солдаты. Война-то идет. Ну, видишь ли, сегодняшний день Россия показала свою армаду, свое вооружение, на что она способна. И она показала не только украинцев, показала всему миру. Реакция мира, которая была на сегодняшний день сделана, она, собственно, и предотвратила эту войну. И если бы этой реакции не было бы Европы и Америки, что не только с Украиной будет эта война, а война будет уже всеобщая, можно сказать, мировая, вот в этот момент только остановились они. Но Россия никогда не согласится, чтобы Украина стала суверенной, независимой, в полном ее смысле слова, от России. Потеряв Украину, как таковой России нету. Да? Украина – это житница, понимаешь? Война, собственно, то, что Россия навязывала Украине, это начинается не сегодня, не вчера, а с начала 90-х годов. Угу. Ее претензии, хотя они договорились при развале Союза, что Крым останется в Украине, тем не менее,
Крым в полном его смысле слова не считался украинским. Он был российским. И если кончался контракт Украины с Севастополем о размещении военной базы там, то Украина начинала предъявлять свои выгоды. Говорить тем, что, мол, все уже, покидайте. В этот момент начиналось движение в Крыму, в Севастополе непосредственно. С угрозами. И Украина сразу стучала, так скажем, отходила, соглашалась. Сами коренные жители, которые должны там проживать, это татары, они, в принципе, не были полностью реабилитированы. Им не давалась возможность заселять эту территорию. Когда они начинали, как тебе сказать, проявлять, раз вы реабилитировали, указы есть, почему вы не даете нам земли заселиться? Территорию, да, дома, как мы требуем сегодня, наши дома, наши земли, крымчане тоже это требуют. И начинали самозахваты земель. Так да, было такое, да. Юридически ни Украина этот вопрос не решала. Да, был конфликт, да, был такое. Самозахваты, которые они уже были вынуждены делать, в этот момент включались русское движение, шовинисты, и начинались конфликты между русскими и татарами. В Крыму, который, это имеешь в виду? А? В Крыму то, что вот эти были события, когда татарам не возвращали их земли, не давали наделы там и так далее. Ну, и там самое главное, администрация-то русская была, они и вот, как да, обычно... Да, об этом я и говорю. Да. Вот. И что? Киев молчал. В Киеве Янукович сидел. Янукович сидел, свой пацан. Нет, до Януковича, там Кучма был и так далее. До Януковича это было. Да, я просто не знаю всех этих моментов. Ага. Вот. И в этот момент, когда они уже планируют, до того ситуация навострила, что после Чеченской войны, если бы Крым так бы продолжал, то должна была начаться война в Крыму, Россия должна была начать войну в Крыму. Поэтому мы на тот период говорили, и Захар говорил, что следующая будет Украина и война. Потому что ситуация как таковая была. Но благодаря именно Нохчу, который уже вот десятки лет ведет войну с Россией, эта война была предотвращена. И в Крыму, и в Грузии, и самому на Украине. Просто очередь сейчас дошла до Украины. Да. А эта война должна была бы давным-давно начаться. Да. Мы чуть-чуть оттянули это время и дали, 20 лет, грубо говоря. Мы сильно оттянули. Надо признать, Украина была очень воровская страна. Я очень уважаю Украину, люблю этот народ. Но надо говорить правду в глаза. Если ты только будешь мстить им, они вывода не сделают. Они должны сами понимать. Украина была напичкана оружием выше крыши. Я могу даже сказать побольше, чем Россия. И куда это оружие делось на 2014 год? Они все продали. Арно, ты не хочешь представиться? Представиться, да, Мегон, Милович. Но надо тогда учитывать, что была ситуация, был Янукович, и русские готовились, что они будут оккупировать, и они разваливали армию. У них министр обороны сбежал, руководитель СБУ сбежал, президент сбежал. Все сбежали в одном направлении. Янукович не бежал сразу в Россию, а побежал в Крым. Да потому что знал, что Крым
он уже на 90% российский. Ну, он, да, там русские жили, были. Вот. И поэтому татары, они бы тоже оказались в сопротивлении, если бы они чувствовали, что они независимы, автономия у них, да, что они полноправные граждане Украины. Но они поняли, что украинцы их, Киев, вернее, не украинцы, а Киев их не поддержит. Поэтому они спокойно, не поднимая рук, отошли к России. Ну, то же самое можно сказать и про украинцев, которые живут в Крыму, ну, этнических украинцев, а не граждан только. Они же тоже не оказали. Ведь власть в Киеве сказала не оказывать сопротивление, так как Запад просил не обострять. Вот так это вроде бы было. Нет? Да, они так говорят. Ну, На говорят. самом деле по-другому. И сегодня вот те, которые представители татар есть в Киеве, почему они не говорят эту правду? Да? Сегодня вот кричат: Крым – это Украина. Но если твоя Украина, то надо было ее защищать и сделать этих граждан полноправными. Вопрос-то в этом стоит. Но они были полноправными гражданами. Да не были они полноправными никогда. Никогда они не были. Крымские татары? Да. Я именно о татарах говорю. Ну, это не татары, это крымские татары. Они отличаются. Крымлы. Ага. Ага. Саша, Хамаш Войль, Альви, тебе слово. Я небольшую ремарку хочу сделать, Аслан. Но совершенно прав. Вот, украинцы все вот эти 30 лет независимости совершали большую ошибку. Они не делали ставку на татар, точно так же не давали крымских им землю. Татар. Да, крымских, именно крымских. Точно так же не давали им землю. Точно так же как бы не от русского сепаратизма, скажем так, предохранялись, а наоборот от татарского. Сам же вот этот Джамилев, знаменитый вот, крымский татарин, уважаемый очень нами, диссидент бывший, вот он даже это говорит, что вот это единственное подразделение боеспособное, которое находилось в Крыму в тот момент, когда вот Россия в 2014 году вторглась, оно было заточено, предназначено как бы разгонять беспорядки вот крымских татар. То есть на них как бы. И действительно Украина вот все это время предавала татар, постоянно предавала татар в пользу русских. Крымских татар. Оружия. Крымских, Крымлы. Да, крымских татар, да. Они, в общем-то, не имеют никакое значение, я имею отношение к обычным татарам, вот этим поволжским татарам, просто название, это, по-моему, русские специально так. Я бы тоже согласился, что нужно называть их крымчаки или крым. Ну, они так себя называют, крымлы. Да, как они себя называют. Потому что это их энтогенез, там ходят и греки, и немцы, И тоже очень интересный момент, когда началась оккупация Крыма, и украинские войска находились на своих базах и были обложены со всех сторон оккупантами, им еду таскали крымские татары. Тех, кого должны были разогнать и усмирять крымлы, вот им крымлы таскали еду. Я видел видео. Чудовищная ошибка, Аслан, со стороны вот тогдашних. Не Янукович, конечно, это про-русский, я имею в виду там Кравчук, там Кучма, Ющенко. Им нужно было делать ставку на татар. Именно вот вооруженные крымские татары отстояли бы Крым. Нужно было там вот за их геноцид спрашивать. В общем, там по полной программе нужно было проводить работу по, скажем так, политическому вытеснению именно русского влияния там, через татар. А этого даже вообще в голове не было. Это даже не подразумевалось. С русскими нельзя было ссориться. Даже когда изменили... Уже было. Смотри, Али, когда выбрали, когда уже началась война, все такое, Порошенко прошел после Януковича, и
этого Зеленского выбрали из-за того, что он сказал, что он договорится с русскими, что войны не будет, что он остановит войну. А войну можно остановить только капитуляцией. Конечно же, это заведомо невыполнимое обещание было. И то же самое, между прочим, было у нас, Альви. Ведь русские сказали, что мы Басаева ни в коем случае не приемлем, а вот Масхадова приемлем. И чеченцы голосовали за Масхадова. Это такая психология людей, на которых русские играют. С одной стороны сила, с другой стороны пряник. И все надеются, что русские угомонятся. Не угомонятся. Не угомонятся. Если на это так посмотреть, то Порошенко тоже обещал через неделю закончить войну. Это его предвыборное обещание. Так что он этим от Зеленского не особо отличается. Порошенко, хоть и, скажем так, намного лучше, чем Зеленский справлялся там с этим делом, но он точно так же не стал уничтожать вот главную раковую опухоль Украины — коррупцию. Вот они просто перераспределили роли, и опять поехало то же самое. И именно как бы Зеленского выбирали в пику Порошенко, потому что Порошенко не боролся с коррупцией, не добил ее. Из-за этого как бы назло был выбран Зеленский. Это мое мнение. Так-то мало кто. Ну и из-за этого фильма, конечно, я называю его кинопрезидент. Из-за кино, хоть это и не, скажем так, не очень вежливо, но все равно это мое мнение. Что касается вот оружия, вот одно прав очень. Украина действительно была, тогда была битком набита оружием. Там было несколько артиллерийских, и, по-моему, главная артиллерийская вот эта составляющая Советского Союза, она в Украине была. Там училища, вот эти все дивизии, дивизионы артиллерийские. Раз. Потом оружие там на складах для Третьей мировой войны хватило бы. Это все сейчас во многом в негодность пришло и распродано. И Украина как-то очень себя вела не предусмотрительно. Как если бы, скажем, вот, наша война не дала бы им время, то могло бы плачевно все это закончиться для них, мне кажется. Очень сильно тянули. А что ты знаешь эту историю? Я вспомнил некоторые моменты. Против Хасавюртовского договора был Шамиль Басаев. Он говорил тогда, что только в случае капитуляции он будет подписывать. Я был против Хасавюртовского договора. А чем он это мотивировал, Альдо? Он как раз этим и мотивировал, что вы обман. То есть в тот период Лебедь был, знаешь, он был, как тебе сказать, очень сильным националистом, да, шовинистом, можно сказать. Это просто он был вынужден в тот период пойти на переговоры, так как он понимал, что Россия сейчас потерпит поражение. Это одно. Второе. А когда 48 часов объявили, и будет массированный, значит, артобстрел, и тогда наши колонны беженцев с воздуха, с земли уничтожали, хотя и дали 48 часов, но беженцев наших просто бомбили. Руководители государств уже понимают, что это слишком далеко пошло, и те условия, которые были поставлены России, что, мол, за несколько часов закончить войну, то эта война уже покажет, что они, которые объявили о демократии, соблюдении и так далее, ну, просто это была ужасная война. Она номер один во всех средствах массовой информации, вот, телевидении, газетах. Первая была статья «Война в Чечне». Вы там не знали ничего. А здесь просто это все стояло на ушах, можно сказать. Иностранные журналисты работали очень хорошо. Вот. И тогда руководители Европы сделали заявление Ельцину: прекрати войну. Потому что поняли, что это, к чему это приведет. Я направил к Клинтону, значит, письмо, опять-таки, буквально в эти 48 часов это было
И оставалось уже 12 часов, когда Клинтон сделал заявление. Все, Боря, на этом точке, иначе мы дальше не будем тебя поддерживать. И вот тогда уже пошел процесс переговоров, Лебедь поехал туда. И то, что они сказали, ничего, мы подготовимся, и потом придем. Не знаю, как Шамиль чувствовал, что это дело так и не закончится. Эта война на этих переговорах. Вот. А насчет Украины, я учился как раз в Одессе, пищевой институт Ломоносова. У нас была военно-морская кафедра. И нас, значит, перед присвоением звания, значит, по окончанию отправляли в Севастополь служить. Инкерман. Военно-морская база там. И в один день нас повезли куда-то, в Инкермане это было, поднимать оружие. Где-то под землю, этажов 5 надо было идти, и ящики оттуда мы с оружием поднимали наверх. ППШ военные всех отечественного периода, автоматы ППШ вот эти есть с круглыми дисками в ящиках. И мы поднимали их наверх. Эти ППШ шли, значит, на Ближнем Востоке. Это ужас. Огромные такие подвалы, ящиками забитыми оружием. Да? Только Севастополь. В Севастополе, знаешь, когда ты в бухту заходишь, там на горе стоит, есть такая пушка, она 45-ствольная. Она смотрит как раз на бухту, когда корабли заходят туда. В общем, оружие там выше крыши было. И когда начали уже, Украина объявила независимость, военно-морской флот и оружие с этих кораблей, крейсеров стали распродавать в Ближнем Востоке иностранцам и где бы там ни было. И там оставались вертолеты, военные вертолеты, которые они уже продавали по 35 тысяч долларов. Снимали оружие и распродавали его. Покупали их уже не вернее, как я сказал, не государственное госвооружение, да, а были созданы акционерные общества. Акционерное общество вот эти оружия, значит, закупало и уже продавало его на Ближний Восток. Такая же ситуация была и в России. То есть ЗГВ, войска, которые все выводились, они выводились и базировались вокруг нашей республики. Новчик-Пачал. Они их высаживали прямо в поля. В палатки, поля, вот там они его высаживали. Куда это оружие надо было девать? Генералы начали его воровать. Вот эти через акционерные созданные, не государственные, не правительственные органы оружие распродавалось. Списать это вооружение, которое разворовали, надо было на войне. И подсчеты значит, по статистике, которую они применили тяжелой артиллерии против Чеченской Республики, это равноценно период Отечественной войны против Германии. Порядка 15 тысяч единиц тяжелой артиллерии было брошено против Чеченской. Брошено, не брошено, но списали столько. Так что такова была ситуация. А сейчас, как ты думаешь, нападет открыто, крупномасштабно? Начнет он биться, Путин? Не нападет, если Украина
согласиться быть с Россией, не вступать в НАТО, не позволять, не проводить свои военные учения с НАТО и так далее. Если она будет на прежних условиях, пусть независимо, но прислушиваться, скажем, к Кремлю, к Москве, в этом случае не нападет. Нападет ли Украина на Кремль, Донбасс? Нет, не нападет. Не нападет, да, считаешь? Зачищать, восстанавливать конституционный строй Украина не будет, ты считаешь, да? Ни в коем случае, нет. Иначе это будет война крупного масштаба. Ну а почему Украина не имеет права восстановить свою территорию? Имеет право. Но Ну, русские нападут, ты имеешь в виду, да? А? Русские, если Украина начнет восстанавливать конституционный строй, порядок на своей территории, русские нападут, ты считаешь, да? Да, нападут. Ты понимаешь, в чем дело? Когда Минское соглашение делали, там активным переговорщиком был бывший президент Кучма. Так? А Милу Кучма. Кто такой Кучма? И Кучма. остальные последующие президенты. Они все пророссийские. Они все пророссийские были ими. Самый правильный из них, из всех, которые я сделал анализ, только был Порошенко. Ну, на твой взгляд. Нет, не на мой взгляд. Я сравниваю бывших всех, и которые вот предпоследний, да, только Кучма, который мог создать эту Украину действительно независимой. И народ был готов к этому. Сейчас народ при Зеленском уже распадается, потому что видит, что то желания нету. Ты понимаешь, в чем дело? Вот эти 3 года нашей свободы, 90-е начало годов, это был глоток свободы, который, наверное, ни один человек не пишет. Это такой чистый родниковый воздух свободы, что с этим глотком воздуха ты хотел поделиться с каждым. На всех лицах была улыбка, радость. Хоть и нету еды, или трудно тебе, но та свобода внутри груди твоей, которая есть свобода, она окрыляла. И этот народ в 95 году, который почувствовал эту свободу, он и победил, он и вышел на защиту. И когда ему эти крылья обрубили, уже мирный вот этот процесс 3 года после 90-х годов, все, вот тут и мы потерпели поражение. Такая же ситуация происходит сегодня в Украине. Да? Это так. Я прошу прощения, что я так откровенно говорю, да, но не сказать это в лицо им всем просто нельзя, иначе они действительно потерпят крупное поражение. А как думаешь, кто победит, Арно, Украина или Россия? Однозначно Украина, но жертвы будут очень большие. Украина сегодняшний день, народ, вернее, Европа, Америка, весь мир увидел, что только это последний шанс, да, спасти весь мир, только если они защитят Украину. Поэтому туда пошли они все. Еще я скажу, что не дай бог эта война началась бы, я уверен, что подавляющее большинство ногчей Европы, да, пошли бы на эту войну. Несмотря на то, что завтра будет притеснение или не будет. А почему тогда не список чеченцев, которые защищают Украину, внесли список вот в этот, как думаешь? Так я тебе о чем говорю. Ну а с чем это связано? Связано с Зеленским. Зеленский копирует сегодняшний день начальный период Путина.
создание своего олигархата, подконтрольно ему. Таким путем хочет он себя утвердить. Ну, он близко, это вообще два разных мира, Украина и Россия, и Зеленский, и Путин, из двух разных миров люди. Ну, тактика Зеленского сегодня такая. Но она несостоятельна, в принципе. Несостоятельная, конечно, да. Но тактика, которую он взял, вот это вот... Ну, а в чем? Он дома не взрывал, сделал фильм. Нет, тактика, которая... Создание своего олигархата, я имею в виду. Ну, олигархат, новый президент, если ты не остаешься пожизненно, новый президент быстренько разгонит вот этот криминальный олигархат, который создаст сегодня Зеленский. Вот этот санкционный список, который был создан, да? Почему? Он говорит себя. Вот это туда, очень... санкционный список, который включили вот чеченские, не только чеченцы, вообще кавказцы. Это от того, что они побоялись, что эти люди могут, олигархат может создать свои вооруженные группы с них. Взяли и эти включили туда. Несмотря на то, что они защищали Украину и были там. Вот такое создается впечатление. Так, ясно. Так, почитаю комментарий. Так, я не согласен. Порошенко во время трагических событий в Украине, он спасал свою фабрику в Липецке. Кучма, да, он вор. Но он единственный готов был воевать, когда РФ пыталась и делала с косой. Это говорит Эдмамедов. Так, ночи ауха за Ичкери. Украина независимая страна, и у нее есть право войти или выходить из альянса. Абсолютно верно. Это правда. Все были пророссийские президенты, говорит Маруся Климова. Так, кто еще у нас здесь? Салам алейкум, Эджари. Видео тормозит. Как тормозит? Вроде не тормозит, но за Ичкерию. Ва алейкум ассалам, ашвол. Муслима, я буду за Украину воевать, мне без разницы. Главное против России, говорит. Так, Ибрагим Никархо к нам заходит. Порошенко загнал всех отборных бойцов в котлы, говорит Маждада. Ну, Маждад, мне кажется, там Порошенко не виноват в этом. Там должны на месте командовать военные. Хусейн Мичау. Хусейн будет попозже, сказал. Мы бы с Хусейном друг друга хорошо поняли. Ну, сейчас придет Хусейн. Ну, сейчас нам еще и украинцы сейчас подсоединятся. Ну, чуть-чуть попозже. Хотя уже час идет стрим. Уже быстро час пролетел. Так, Ибраим, ты зашел? Машволь, приветствуем тебя. Машалу, Масер. Доброго всем времени суток. Я вижу. Тоже к вам присоединился. Буду с вами в чате. Я ваше горе буду жить с вами. Боя, Ибраим? Да. Это как... Никуда, ни на шаг готов. Как у меня приехал откуда-то с дальнего, ну, откуда-то с Сибири, откуда-то с далеких мест, не помню сейчас точно, откуда, ну, мой родственник
бросил сумку и сказал: я ваше горе буду жить с вами. Ins voču, da gestolcen, dikkantorčo. Так. Ибраим, ты скажи тогда, вот тоже ответь на вопрос. Будет война с большая война, широмасштабная, крупномасштабная война с Россией, Украиной и Украиной или не будет? Ну, это сложноватый вопрос, потому что это зависит от ситуации. В Украине надо тоже, вот, мое мнение, надо быть информированным, что там постоянно происходит, насколько русские подготовились перед вторжением. Вот, если сравнивать с тем, что как они напали во Вторую русско-чеченскую войну на нас, то мы были полностью готовы. И внутри нашего общества они провели огромную работу, уже подготовились ко всему, разобщили общество. Тоже в ближайших республиках провели огромную работу. Вообще в глазах мирового сообщества. И уже напоследок взрывая в своих жилых домах, уже с криками «Ура! Давайте их уничтожайте!» Они вторглись второй раз уже к нам. Хотя в первый раз они со своим вот этим имперским величием поспешили, за 2 часа там десантом возьмем, 5-е, 10-е, и по морде получили. Но во второй раз они уже хорошенько подготовились. Поэтому, ну сейчас Путин, он хитрый вообще-то. Хитрый, и чтобы с кем-то в упор, как бы, лицом к лицу драться, это не для него, ему просто надо выжить. Вот, чтобы его не трогали там, на троне, и подольше, до конца, короче, своих дней, своей смертью, как бы он мечтает, уйти из этого мира. Вот. И все он будет делать именно, чтобы вот так это и произошло. А то, что Да. вот Украина... Аслан сказал, Крым, Бяхман Белгород, Аслан сказал, мол, Донбасс, Украина, конституционный порядок и так далее. Ты не забывай, что там уже порядка 70% Донбасс граждане России. Почему граждане России? Все, они паспортизировали их. Да, ну да, это так. Все. Это уже они законом, да, по всем мировым законам не имеют права туда залезть и вести крупномасштабную войну. Ну почему Теперь не имеют? Они обязаны покинуть чужую территорию. Если у тебя есть российский паспорт, и ты не признаешь паспорт гражданина Украины... Крым тоже не покинули, правильно? Нет, мы защищаем ночи, как они вошли там на войну к нам, да, мы защищаем свое русское население, бомбили их, да. То же самое и здесь. Когда вот эти вот беженцы, да, русские говорят, что делали геноцид ими, как они делали геноцид, который говорят, что якобы чеченцы их делали. Вот найдите, пожалуйста, вот эта миграционная справка есть. Найдите. У меня не сохранилось. Я когда увидел эту миграционную справку, я просто, знаешь, я был поражен. Там написано, значит, только гражданин России имеет право быть, значит, ему только предоставляется право быть беженцем. Чтобы это получить, ты должен, значит, оклеветать чеченцев, президента, Дудаева, что якобы против них делали террор, их убивали, они не могли никуда ничего делать, по этой причине они убежали.
Да, Но он еще должен быть... пособие давали за квартиру. А? Если они это говорили, еще давали какие-то пособия, ну, компенсации какие-то выплачивались. Компенсация это одно. Плюс им только да, в этом случае давали компенсацию. Угу. И они должны были стать гражданами России. Отказаться от гражданства, от чеченского гражданства и принять гражданство. И так они принудили не только тех беженцев русскоязычных, но и нохчи, которых оставили без средств существования. И они были вынуждены взять это гражданство российское. Но опять-таки международный закон, международное право запрещает насильственное принуждение гражданства. Оно является незаконным. Но ты гражданин России. Поэтому вот те, которые депортируют с Европы, да, они должны, если есть это, мотивировать тем, что международное право, международный закон запрещает. Я не гражданин, я просто вынужден был взять этот паспорт, чтобы сюда приехать. Или другие аргументы. Узаконено международное право. Так, антитеррор Машвойль, Хали Гали, приветствую вас. И что? Ибраим, Сучев Калон, Палямбия. Вся вина просто, на мой взгляд, того, что сегодня происходит в мире, вся вот эта ответственность, она на Америке лежит. Это как бы из-за их попустительства сегодня Россия вот так хамски ведет себя во всем мире. Yeah. Вот изначально они просто упустили вот этот момент, вот эту демократию, которую они как бы декларируют всему миру, ну, стоят на ее страже. Я как бы не с такой точки зрения виню Америку, что она кого-то толкает, подталкивает на это. Но вот из-за их попустительства сегодня мир вот стоит на таком, я не знаю, на грани такой, можно сказать, Третьей мировой войны. Там тоже неизвестно. Сложно, куда это повернется. Ну, русские просто, они вот увидели вот эту безнаказанность. Вот просто взять здесь в Европе, какую работу они проводят, да, уже вообще обнаглели, целые партии, у них подкупленные свои люди здесь. И это знают какая-то пресса, та или иная пресса пишет об этом явно. И все равно вот это заигрывание. Также вот эти вот европейские тоже политики, они тоже поспособствовали. И сейчас продолжают играть вот эту игру, откупаясь как бы там Украины, в свое время Грузии, Ичкерии. Ну, с Ичкерии-то все и началось. Вот то, что это с Ичкерии все началось. Путин начался с Ичкерии, с Чеченской республики Ичкерии. Вот это тоже не хотят признать. А весь корень вот этих проблем, он там, как раз именно вот там он и находится. Nu, 90 minūtes iztaulošu, un šajā pameldīlēšu. Потому что, ну, даже вот я наблюдаю какие-то грузинские или украинские, там, я не знаю, общественные какие-то деятели, иногда вот высказываются, чеченцы там. Вот сейчас даже вот это вот пехотинцы Путина, да, которых направили туда, в Украину, это тоже пытаются некоторые подчеркивать, что там чеченцы. Ну, понятно, чеченцы, если... Когда бомбы не разбирают, красный, зеленый, белый, чеченцев достаточно. Поэтому те, которые чеченские полки направляют туда, завтра не будут разбираться здесь со мной. А, ты чеченец какой? Я чеченец. Все. Понимаешь ты? И здесь даже находясь далеко, да,
отношения у меня уже не будут складываться нормально с людьми. Это по нас ударит. Рикошетом ударит по нас. Да, да, ну вот эта вот пехота, она-то как бы не... Пехота, Ну, это... пусть там у себя дома сидит, да, у себя там в России, если она есть пехота, пусть у себя в России порядок наводит. Она-то там будет сидеть или наводить порядок. В Украину, не лезет в Украину братский наш народ ни в коем случае. И Закаев в первую очередь сегодня должен сделать заявление. Несмотря ни на что, кто они, пехотинцы, русские, не, они ногчи. Сегодня они ошиблись, может быть. Надо понимать, дело в том, что это люди, это солдаты Российской Федерации, которые приказы выполняют. Там же точно так же, как и русскому солдату приказали. Нет, Ибрахим, только я тоже в Советском Союзе вырос, да? Можно сказать, такой был патриот. Но когда настало время, я выбрал свою родину, свой народ. Так и ты. Сегодня это молодое поколение, которое выросло, одело форму, одежду, она одела, может быть, по своему желанию. Пусть она у себя в России, но идет погибать за них, да? Афган, ты знаешь Афган? Первое время, когда были все с России, да, стали погибать, гробы переносить, Москва решила, нет, давайте мы туда будем направлять Афганистан, кавказцев и Ближний Восток, узбеков, таджиков и так далее. Пусть они умирают. И так, гробы к нам уже поступали, но не в Россию. И здесь надо понимать, народ, который уничтожил меня, мое будущее, моих предков, всех, это русские, не украинцы. Украинцы такая же жертва, как и мы. Они братский нам, наш народ, нам народ. И, наверное, когда они, голодомор у них был, не побежали в Россию в глубину, а пришли к нам. У нас общая судьба. Поэтому надо сделать обращение ко всем ногчи. Эргно, вот на мой взгляд, это мое мнение. Я вот, считаю, не то, что считаю, я убежден, ситуация говорит сама за себя. Вот эти люди, чтобы их, которых сейчас шлют туда, да, чтобы им как-то объяснять туда, идти или не идти, это там подобно, что метать, я не знаю, бисером на стену куда-то, верохом, потому что сотни человек. Ты слишком их полномочия, знаешь, тоже. Ну, их сотни, ну, 1000 человек максимум, которые вот пророссийские. В основном они ночи, бедолаги. И да, когда у нас война началась, подожди, вот смотри, брат, когда у нас Россия на нас напала, бывшая оппозиция, которая к нам была, ночи, да, они стали в наши ряды. Да, это я знаю, лично знал таких. Ну, поэтому бомбы не будут разбирать. В данной ситуации просто, Эргно, там же система вот такая укрепленная, там у них нету там шанса выйти из нее. Поэтому это как, я не знаю, говорить с человеком, который под дулом автомата находится. Это сложновато. Я вот это он нигде не находится ничем. Он должен находиться со своим народом и расой. Ну, должен. Это ни один приказ, указ не работает, когда ты делаешь геноцид, неправильную войну. Ты не должен выполнять этот приказ. Абсолютно правильно ты говоришь. И тем не менее,
Там система такая, что это... Система сейчас такая, что если у него есть внутри, да, свое, он должен тогда бросать это оружие, переходить на эту сторону, на правильную сторону. Ну, это самое правильное, что решение, которое можно сделать. Просто перейти на ту сторону и все. Опять-таки же, они, знаешь, там люди завербованные же, люди, которые убийства совершали и так далее. Поэтому Это другое дело, это другое дело. это слишком сложная ситуация. Вот я-то вообще эту тему почему развил? Просто вот обвинять там как бы чеченский народ, если вот этих людей шлют туда. Если как бы ковырять скелеты в шкафу друг Это друга. люди обвинять будут. Да, да, вот эти скелеты в шкафу можно у кого угодно найти, сколько угодно, потому что да, в свое время нас тоже не понимали. Ну, все равно надо вместе держаться, потому что... Ты знаешь, что массовое принятие ислама было именно в период нашей независимости 91-95 год. Добровольное. А вот потом пошло на спад. Потому что они видели, что вот эта вот свобода, которая была дана человеку, да, на какой основе была дана. Потом мы испортили это все. Нашими же руками. Арно, технически Халхер Доцан перейти на это, на украинскую сторону. Технически хырдачные. Меловые. Сам подумай, Арно, сам подумай, если, например, целый подразделение, БТГ, будешь противник там с той стороны, Хогучу валит Упрумаю, там же это же не Первая мировая война, там на больших расстояниях. А я его хырмадацию. Момент яльч, да, момент яльч. Факт, но проблема в том, что и момент ялли тебя могут убить. Нет, Бартмир, Кузар Муслим, Кабардаду Айтерду, или Бухат, Алотерду, и Штавурду. Арна, Раскамахтад, Иславыч. Я извиняюсь за то, что на чеченский перешли. Это стрим на русском языке. Я просто указывал Аргно, что он не совсем прав. Я сейчас немного отмотаю назад, чтобы зрители поняли, что технически это все же проблемно перейти на сторону украинцев, когда идет масштабная операция. Там, шла война, значит, тот период, как с Турцией, когда Германия, Россия воевала, да, и там были турецкие тоже войска, но там присутствовали наши кавказцы, которые были изгнаны в тот период. С этого окопа, значит, Новчемата, на чеченском языке какой-то разговор какой-то или что такое. И в этом окопе сидят те, которые были наши депортированы в Турцию. И вот они оттуда, значит, с окопа в окоп, ты откуда, Нохчи и так далее. Все, стрельба здесь прекращалась. И они переходили один другие окопы, да, в гости ходили. Такая ситуация была и в Карабахе. По рации, знаешь, передают. Чеченцы воевали за Армению, так же, как за Азербайджан. Так, мы с этого окопа уходим, говорит. Теперь вы бомбите. Теперь эти говорят, мы уходим с этого окопа, теперь сюда бомбите.
И так и Ну, здесь, и так и здесь получится. это были добровольцы, которые шли туда. Это уже Да. штрафная армия, которую шлют, которая вообще вот это другим народам, вот украинцам, я не знаю, грузинам, всем подряд, что надо свою армию кормить. Потом вот такое вот получается в итоге из этого дела. Когда ты свою родину там не защищаешь, не выходишь защищать свою родину, войну мы не хотим, 5-е, 10-е, хотим сохраниться. В итоге ты станешь вот этим солдатом, да, обслуживающим персоналом армии, которая пришла и тебя захватила. В итоге это получается. Я все же настаиваю, что это не тот тип войны все равно. И даже если вот с окопом представить, что там как в Первой мировой войне или там, не знаю, во Вторую мировую войну, там здесь окоп 150-300 метров, там окоп врага, вот такого не будет в этой войне. На мою думку, это совсем другой тип войны. С современным вооружением он совсем по-другому идет. Все равно даже тебе нужно какое-то буферное время освоиться, чтобы вот это перебежать, что-то сделать. И у тебя ее может не быть, тебя могут прямо артиллерийским ударом сразу же накрыть, пока вы даже выйдут они в район дислокации. Это совсем другой тип войны, там беспилотники, артудары дальние, тепловизоры, которые на 4 километра видят, там не сдашься. Это совсем другой тип войны. Ты приводишь примеры вот этих старых войн, они немножко другие. Посмотри, как в Азербайджане, вот это Карабахе все шло, как в Сирии это все происходило. Вот что-то примерно такое будет. Именно вот к такому типу войне Путин готовится. Мне даже кажется, что он в Сирию влез чисто потренироваться, чтобы потом на Украине это все это испробовать. Да. Но это очень похоже, потому что именно такой тип войны им нужно массированно ударить, без особого контакта. Они во Вторую войну примерно то же самое с нами делают. Постоянно накрывали артиллерией, авиацией. И уже невозможно было оставаться в этом квадрате. Ты раз отходишь, они это место занимают. Снова артиллерия, авиация. Вот так они делали. И они примерно что-то такое, хотя они знают, что моральные качества российского солдата, они довольно низкие. Ему затяжная война, окопная, там, перестрелки, они с украинцами не выиграют. Они хотят вот этот блицкриг шокирующим ударом, они постоянно накапливают вот эти калибры. У Путина 100% ставка на эти калибры, а потом авиации, как в Сирии, добивать всю вот военную структуру украинцев. И именно вот на это он рассчитывает. Какими-то там окопными перестрелками, я думаю, это, во-первых, затянется, потом НАТО серьезно даст какую-то серьезную уже дальнобойное уже оружие серьезное, и тогда вся их позиционная война накроется, потому что технически Запад намного продвинутый. На 1-2 поколения оружия у него всегда совершеннее, чем у России, которая постоянно в догонялке идет. Сейчас они подтянулись, правда, из-за того, что под своей дурости Запад позволил им свои военные технологии освоить. Там станки высокоточные продали, там, электронику, тепловизоры, все это как бы уже не идеологические противники, хотя это неправильно, они противники были не потому, что коммунисты были, это вот русский великодержавный шовинизм, он не связан с этим. Да, это они сейчас немного, я вот их потенциал примерно знаю, я большой любитель вот это оружие изучать, что это работает, где, как, технические характеристики, как принцип физический, как это все работает. Меня постоянно это интересовало. У меня большой запас вот это знаний по этому поводу, как это современное хозяйство работает. Поэтому я знаю, о чем говорю. Они именно на это рассчитывают, на такой шокирующий удар по Украине. Я не знаю, сколько они вот этих калибров накопили. Наверное, не знаю, если несколько сотен накопили, то примерно они бардак хороший внесут в украинскую армию. И шокирующий эффект будет. Авиация они пока не могут летать. Вот им нужно
все украинское ПВО уничтожить, чтобы свободно летать. И то у них проблема, потому что рядом находятся натовские страны, и там, польские F-16 могут там случайно залетать на украинскую территорию и сбивать там эти российские лоханки. Это тоже может быть. Поэтому они этого тоже опасаются. Но у них вот именно расчет такой на шокирующий эффект вот этого удара ракетами. Если первую неделю Украина выдержит, то Россия потерпит поражение. Да, 100%. Вот это правильно. Абсолютно. Это именно затяжная война, это все для России. Завязли, и все, там уже... Потому что, несмотря вот на запас вот этих калибров, вот запас этих высокоточного оружия, он иссякнет, восполнять они будут его не успевать, и автоматом это все уже в затяжную войну, там Запад уже конкретно помощью впрягется за Украину, и деваться им будет некуда. Согласен. Согласен. Аслан, есть желающие выступить? Желающий, сухой. Так, Line Vision зашел. Машой, Line Vision. Я просто отходил. Хали, Гали. Кто имеет желание высказаться? Пожалуйста, у вас есть уникальная возможность на канале Реалити сказать свое мнение. Бог ждет. Так, давай. Сам вечер, Масерга. Там дина дуй, эстаться дешвы. Масу аренс был ночи, амад закаем, вончхал вишучу. Дих малулыч. И ниш вала ватсах. Nis vaca savukuzā izsaco sasanbieš bolsbu, garācadākš, sacorbu. Maso gončo haldies. Sun ishkaita sun šaš cins duēd. Ibak bieši vai ārēzo novši cins duēd. Sun cans hui. Из кабинета министра. Ах, царь, и больше леус был бог, бажвар был, дикбир бог, год эльч. И что алхитсон? Сегодня у нас тема на русском языке. У нас тема на русском языке и обсуждаем сейчас Украину. Давайте в пятницу, может, поговорим и на эту тему, на чеченском. Просто нас смотрят и не чеченцы тоже, так как я сделал анонс, что мы будем говорить на русском. Поэтому давайте потом... Слушай, есть Аслан, по-моему, мне модераторство передал. Да, ты сейчас... Ассаламу алейкум барахматуллахи ва баракатух. Это стрим вроде на русском языке, так? Да, на русском, Саша. Машой. Да. Что-то я не слышу никого из украинцев, чтобы выступали. Есть здесь украинцы? Нету? Ну, обещались за это. У меня один вопрос. Сам по себе напрашивается вопрос. Вот как бы Верховная Государственная Дума одобрила признание ДНР, ЛНР республиками. Предложила США. Может быть, Путину затронуть вопрос о признании Чеченской республики Ичкерия украинской стороной. Это очень важный вопрос. И надеюсь, что украинцы будут воевать против общего врага и не будут выдавать тех, кто за них воюет в противной стороне. Хотелось бы, чтобы была надежность такая. Вот. Думаю, все, кто обычно с тобой говорят, именно украинцы, вот мы сейчас уже поняли,
что из себя русские представляют. Вот сейчас мы поняли, какие они. А когда познавали, что это было еще, то, когда еще я там в Киеве находился, эти чеченские бандиты убивают наших славян в Чечне, издевались над чеченцами. Были такие вещи. Так что надеюсь, что не будет войны. Это именно те скелеты в шкафу, которые лучше бы нам, знаешь, не копышить, не ковырять их вообще сейчас. Саша, как ты думаешь? Да, в принципе, да, это я просто, Ибрагим, я просто для напоминания сказал это, да? Это понятно, что у них там министр обороны гражданин России, начальник СБУ гражданин России, приближенные президента по делам кабинет министров тоже гражданин и России. Понятно, что у них там все перемешано было. И иллюстрация, они не подвергли своих этих господ властей. Они же там вверху там на Майдане, когда я там был, они сами уже, украинцы, то на евреев грешили, там Вальсман, там Кучма, всем евреи как бы так, кричали, орали. Да. По-разному было. И когда вот эта заварушка была, я как раз был там, на Майдане. Сложный вопрос, конечно, очень. Что интересно, был такой случай, они там у них в прессе писали и передавали по украинским там средствам массовой информации, что самолет, который летел из Израиля в Новосибирск, по-моему, который рейсовый самолет пассажирский, они сбили над Черным морем, и в то время украинская противовоздушная оборона проводила учения. И нечаянно, сбили самолет. Вы, наверное, помните все, да, ребята, об этом. Вот. И они на серьезном уровне говорили, что это чеченцы, может быть, запустили ракету, но избили. Да. Представляешь, это даже в средствах массовой информации об этом говорили. Из ичкерийских лесов запустили ракету, прикинь. И почему они по российскому нельзя? Даже в средствах массовой информации я лично сам читал это. Они же наши братья, они же братья славяне, мы же даже не чеченцы, они же нас не будут стрелять. Вот газету по телевидению, все это вот как они проходило, когда зеленые человечки Крым захватили. Они же даже нас не стреляют. Ну как это так можно? Да? Воинскую часть ворота разбивают, там видео вообще почему. Разбивают, заходят, захватывают воинские части. Они не только свою территорию, свою землю не могут защищать, они даже собственную часть не могли защищать. Им особого приказа не должно было быть вообще априори поступить тем, чтобы защищать собственную часть. Ну, такие не знаю, очень сложный вопрос. Земляк, надеюсь, сейчас они поняли. Земляк, земляк. Ты мне напомнил одну историю. Мы тоже не могли предполагать, что будет война. До самого последнего момента. После того, когда пророссийская оппозиция уже штурмовала президентский дворец Кантемировской дивизии, да? И когда их пленили, и после этого мы думали, что на этом закончится. К сожалению, не все так думают. Я лично, например, не думал об этом. Я помню, как это все происходило на моих глазах еще до
до того, как оппозиция зашла, были моменты, вот, Я в это что время... российская авиация бомбила, начала, разбомбила рынок, разбомбила самолет, сколько раз Гермчик качивает, что на машине. Подожди, Шале это было 3 января. Это после новогоднего штурма Шале. Не, это еще до оппозиции, до 26 ноября это было еще. Да? Или же в этот же день, по-моему, было. Я сейчас точно не помню, но до введения, до 11. Короче, в ноябре, и это порядка 200-300 человек. Они же, больница там рядом стоит, Шейл-база, Юха. Да. И они даже с самолетов, с пулеметов, знаете, есть, стреляли, их разбомбились, опять развернулись, еще с самолетами стреляли. Был такой Я момент. знаю, то, что они пошли отомстить за поражение новогодний штурм, они полетели в Шале. И Шали бомбили базар и все такое. Это время я там нахожусь. Не, это в ноябре. Они еще в средствах массовой информации передавали. Самолеты были с неопознавательными знаками, были самолеты. Это неизвестно, чьи самолеты. Они передавали в средствах массовой информации. Может, это азербайджанский, может, еще какие-то самолеты, прикинь. И что они передавали это. Да, типа с территории Грузии прилетели. Я первый раз слышу, это было в ноябре. А тебя это было в ноябре, а смог я лично самому который Красный Крест увозил в Хасавюрт всех тяжело раненых. Да, я доехал до Гермичуга. Да. Дальше я не доехал, потому что там и шариковые, впервые я как раз увидел вот эти шариковые игольчатые бомбы, которые запрещены Женевской конвенцией. Да. Вот именно там разорваться один. Ну, короче, это факт, это было до начала войны. Да. Тогда хорошо. А вот эти вот Шали бомбили после января, 3-5 января, которые были, Шали бомбили. Этот случай ты знаешь? Этот случай я тоже знаю. Что когда я в Шали приехал, мне потом сказали, но я лично сам не видел, не наблюдал. А я это видел. Я не видел, что я это не видел. Потому что все больницы, я же говорю, Красный Крест, все больницы были переполнены. Красный Крест вывозил всех Шали, которые были там ранее. Да. Свозили все со всех окрестностей. Даже что машины, они даже простую машину обстреливали, автобусы обстреливали из самолета, их свозили туда. Ну, понятно, же. А еще до официального военных действий, до 11 декабря, подарите официальную Чубяхи. Это до этого было. Я тогда был в Москве. В это время, как раз до вторжения оппозиции, это ноябрь месяц, я был в Москве тогда. Мы двое нас были там. Представители. И Ельцин мы отошли, я хотел сказать, чтобы... Объявил когда ЧП, тогда я побежал в Госдуму. И я там у дверей встретил этого Жириновского. Как раз у двери, он выходил со своей охраны. Я к нему: вот вы туда-сюда, здравствуйте, я такой-то представитель. И надо, значит, этот указ отменить. Они большинство там занимали, ЛДПР и коммунисты были там. Он говорит: все нормально, все правильно сделал, Ельцин. Я его сразу оскорбил, как положено. Он, значит, своим ребятам, мол, давайте его там, возьмите. Кисан Кюк Мадарити. И он это понял, что дело далеко пойдет. Ну ладно, поехали. И понятно. Я прорвался, значит, в Госдуму туда, не прорвался, прошел, предоставил удостоверение, кто я. К Явлинскому я пришел, а его не было.
говорит, его, говорит, сейчас как раз хорошо, что вы пришли, а вот я вам встречу сейчас сделал с Евшенковым. Он там, ему представили меня, он говорит, о, как хорошо, что ты пришел, вот так вот это, да, это, говорит, преступление, он не имеет права здесь. А я ему объяснил, что вот это ЧП отвечает от войны, это не территория России. Да, очень хорошо. И что мы можем сделать? Мы отошли от темы. Да, мы отошли от темы. У нас зашли сейчас очень гости. Переживаем. Хамзат и Кари Зайна. С нами дама. Приветствую вас всех. Ну, тема как раз вот этой войны, это все было. Я хочу прийти к этому. То, что мы не предполагали, что будет война, и что все это закончится переговорами. К этому я веду разговор. Угу. Ясно. Давайте, у нас здесь правило такое есть, чтобы говорить, надо поднимать руку. Россия никогда не оставит в покое Украину, потому что... Нет. Это однозначно. Это однозначно. Поэтому надо готовиться, и не только готовиться, надо быть готовыми на все 100%. Да. На все 100%. Друзья, если не сегодня, так могут завтра. Если не завтра, через месяц, через год, через 10 лет, может, кто знает, придет следующий к власти. Этот может еще подтрусывает бледная моль вот это. Может, какой-то более решительный кто-то придет, бешеный, и отдаст приказ о нападении. Тем более, что у них ратифицирован закон о введении войска на территории Украины. Это же Государственная Дума ратифицировала. Я закончил. То, что я, предупреждение украинцев. Эту тему я говорю о том, чтобы предупредить, каковы их мнения, или что может Россия, или как она меняется. К этому я веду весь разговор. Евшенко говорит, хорошо, говорит, ну, а как мы можем? Мы можем с Дудаем говорить, переговорить? Да, мы можем. Значит, мы звоним, значит, прямо с Москвы, с Думы, Джахару, телефон. Значит, я вас уполномочу вести переговоры. Джахар нам дает полномочия. Все, Евшенков сразу обрадовался. Делегацию собирает. Мы завтра же вылетаем, значит, в Грозный военнопленных, значит, забрать, которые Кантемировская дивизия. И там группа, вот как раз Доренко был, значит, и теперешний, который есть имам России, да, как его, я не знаю, он был со своим замом. Чекисты были, знаешь, человек 24 было. Элла Панфилова, Шабад. И мы вылетаем. В Моздок нас посадили на военный аэропорт. Все, там война идет в Грозном, дальше не летите, вас убьют, значит. Не дали вылетать, не дают нам. Евшенков возвращается, переговорил с Черномырдиным, возвращается и говорит, в общем, там война уже полностью началась, опасно для жизни, нам запрещают вылетать. Но я, говорит, по-любому, говорит, лечу. Евшенков Сергей говорит. Кто со мной, говорит, оставайтесь в самолете, остальные возвращаются в Москву. Имам, чекист и так далее, они быстренько, которые должны были примерять, улетели назад. Нас 12 человек, мы на Зране сели. На вертолет, на 2 военных вертолет туда пересадили. Руслан Ауша дает нам автобусы, ГАИ сопровождения ингушей, ингушскую ГАИ, и мы приехали в Грозный. Джахар держит эту делегацию пару дней, не принимает. Он нас уполномочил вести, пригласил,
И 2 дня он нас не принимает, он выжидал. А в это время самолеты летают, и по гражданским, значит, домам бросают бомбы, жертвы, убитые и так далее, людей, значит, они приносят, ну, телевидение везде каждые полчаса передают, что вот так вот делегация вылетела в Грозный, но они не говорят, что то, что бомбят. И почему он не принимал Джаха? Он дал им самим почувствовать, увидеть, что делает российская авиация. И когда они увидели этот ужас, Вишенков звонит каждые полчаса, новости, которые выходят, звонит им, говорит, вы врете, говорит, вы сделали нас заложниками, говорит, прекратите бомбить население. Буквально так получалось, что они, Москва сделала вот эту делегацию Росдумы заложниками. Сохе Шуй, меня слышно? Да, слышно. Слышно тебя. Ага, я просто камеру не могу включить. Давайте вернемся к теме. Просто наша тема сегодня Украина. И обязательно в пятницу мы на чеченском языке и потом и на русском сможем обсудить другие темы. К нам сегодня сейчас зашли гости, новые гости. Вот Хамзат Ипаев и с нами единственная дама в нашей прекрасной компании. Давайте познакомимся и дадим ей слово, если вы не возражаете. Так, Кари Зайна, здравствуйте, вам слово. Говорите. Может, меня не слышно в Ютубе? Просто... Слышно тебя в Ютубе. В Ютубе слышно, да? Это она, наверное, не знает, не может включить свой звук, я не знаю. Да YouTube отстает, у него, наверное, звук из вот этого зума нет. Звука. Ибрагим, ты можешь мне опять вернуть организатора мне вернуть, потому что я не могу почему-то в камеру включить. Может, и с этим связано, что я тебе передал. Сейчас попробую. Вас не слышно, Каризайна. Вас не слышно. Так, теперь я являюсь организатором. Может, сейчас получится? Нет, и сейчас не получается. Так. Может, в настройках. Да вот я не могу. Настройка видео. Да, у меня какие-то проблемы. Каризайна, вас не слышно. Аслан, может перезайти, попробовать выйти, а потом зайти, может звук придет. Если я выйду, то все оборвется. Я имею в виду вот наши гости. Да, наверное, вам нужно выйти и попробовать войти снова, потому что у вас проблемы со звуком. Каризайн, если вы меня слышите, махните головой. Вот вы подключаете сейчас звук. Если вы меня слышите, махните головой. Она не слышит меня. Все. Вы меня слышите? Каризайн, включите микрофон. Амзат, может, ты хочешь что-то сказать? Салам, маршал, Думасяга, Махкошка. Меня зовут Хамзат, которые нас слышат. Ну, как мы Здоровенький Булы. Здоровенький. Как мы знаем, сегодня очень тревожная ситуация в Украине. И поступают из Чечни тоже тревожные сигналы, что готовятся кадыровцы туда отправить. Какая-то мобилизация там, значит. Но он выслуживается перед Путиным, скорее всего, это понятно.
И надо понимать, что Чечня сегодня находится в оккупации. И вся чеченское население – это заложники. Поэтому судить строго с этого не надо. У меня единственное обращение к нашим землякам. Если все-таки получится так, что вас подвезут к границе и начнется какой-то замес, переходите на сторону Украины и поворачивайте свое оружие против нашего общего врага. Это Россия, русские, которые убили 300 тысяч нашего населения. Баркалам, да. Аслан, что наgadaysa? Да, Саша, ладу шо. Хотел вопрос поднять, говорил я об этом уже. Раз Государственная Дума решила признавать эти ОРДЛО, ЛНР, ДНР, может, Верховную Раду тоже запрос сделать, чтобы признали Чеченскую Республику Ичкерия? Этот вопрос очень актуален был бы сейчас, если бы подняли это в Верховной Раде, этот вопрос. Что вы думаете по этому поводу, господа? Да, я полностью поддерживаю эту идею. Я давно... Да. Тем более, Аслан, ты давно уже предлагал, года 2 назад, по-моему, ты предлагал к этому, как его... националист, Бориш, каких? Да, я выходил здесь на митинги, выходил перед консульством Украины в Германии. Да. И писал им, и в Раду мы писали, но это все как-то зависает у них, ничего не делает. А я рядовой гражданин, это должно делать наше правительство. Правительство пока этого не делает, по крайней мере, мне об этом как вы думаете, неизвестно. Почему наше правительство такие вещи, которые должны проводить вот такие вот такую работу именно проводить, и раз там это есть правительство еще. Там есть украинцы, представители нашего кабинета министра Ичкерии в Украине, украинец. Но проблема в том, что правильно было замечено, что и в Думе подавляющее большинство пророссийское. В Думе? В Раде ты имеешь в виду? В Раде, да. Ну да, не подавляющее большинство пророссийских, далеко, уже точно, этот созыв точно, но есть уже там... 13% было, 13% пророссийские, это партия Медведчука, там... А их уже все вроде бы, прикрыли они. Ну, депутаты остались еще. Ага, может быть. Аслан. Бехма Биллаш. И чуя лушал хайшит байр quarz байр соништ лад хаушал что. Фур эйр квасида. Так, я не могу камеру включить. Не знаю, с чем это связано. Наверное, надо что-то перезагрузить, что. Тогда меня не будет видно. Так, Кари Зайн, мы вас слушаем. Кто еще хочет высказаться? И смотрите, у нас правило. Кто хочет сказать, он поднимает руку, и ему предоставляется в порядке очереди. Если до него кто-то не поднял руку, то предоставляется слово. Прошу отнестись с пониманием. Аргно, обязательно, чего интересно, действительно, чего интересно, Дон, и я бы хотел, чтобы ты это рассказал обязательно нашим, именно посвященной теме касательно становления государства, потому что такие люди, как ты, я их ищу, опрашиваю, разговариваю, и это очень важно, чтобы это было сохранено здесь в интернете. Да, Саша, пожалуйста, тебе слово. Я хотел вспомнить слова Джохара Дудаева. Украина столкнется на непримиримых партах.
хочется верить, что со всеми столкнется Россия, а не только с примиримыми, с непримиримыми. Как вы думаете, господа, отпор даст Украина вся, как бы? Да, если можно, я отвечу. Он имел в виду не с примиримыми, а на непримиримых. Вот, типа, они так столкнутся, что они будут непримиримы благодарственны с Украиной. И отпор уже дает, мое мнение. Баркал? Масана. Да, Ибрагим, пожалуйста, вам слово, Ибрагим. Обязательно столкнется Россия совсем, везде будет лезть, сувать. Пятачок свой. Да, свое рыло, грубо говоря. Или, я не знаю, может, это не так грубо. Вот, как говорится, посади свинью за стол, она и ноги на стол. Вот это и происходит сегодня в мире. И еще будет происходить. Да, абсолютно. И это разрастется до невероятных масштабов, как сказал Джахар. Абсолютно точно. Он все это предсказал. Да. Посадили эту свинью тоже в ООН. Вообще без каких-либо прав на то. Вот. И вот это вот заигрывание, вот я поэтому говорю, во всем виновата Америка с самого начала. И вот будем надеяться, что сейчас как-то, хотя бы сейчас, лучше поздно, чем никогда, как говорится, что хоть сейчас они как-то, если уже не поздно. Ну, я думаю, пока еще не поздно. Посмотрим. Если бы было поздно, уже Путин бы шел бы дальше. Ну, посмотрим. Ну, вот такие игры просто играть, это очень опасно, потому что мир вот такой, какой мы сегодня все знаем, вот он тоже стоит на грани такой, потому что в принципе, да, Россия будет и блефовать, и все, но тем не менее Путин, вот вся его жизнь, она только на троне вот этом. Уйди он с трона, его жизнь заканчивается. И вот он будет делать все, чтобы ее продлить вот так. Да? А Ибрагим, он как раб на галерах там работает. Что? Да. Вопрос у меня один, если можно. Да, конечно. Почему ООН молчит, не выполняет свои функции? Почему никаких резолюций нету со стороны ООН? Непонятно, почему он не выполняет свои функции, эти господа. Для чего он существует вообще? Хорошо. Может кто-то ответить? Да, это сложный вопрос. Право вето. Просто... Не, право вето это одно, но какие-то там какая-то реакция должна быть. Если будет война, ООН тоже не будет. Это я тебе точно скажу. ООН перестанет существовать. Просто Россия везде орудует, они уже вот здесь в Европе, у них полностью подкуплены вот эти вот люди, поэтому непонятно. Вроде 21 век, уже люди давно отказались от вот такого от такой политики, от таких вот методов. Тем не менее, в наши дни вот это вот мы видим все явно, когда там сидит какой-то царь на этой территории. И вот что интересно, еще СМИ, да, которые, не то что СМИ, даже люди, которые позиционируют себя там оппозицией Путину, вот если даже за ними наблюдать, там, за некоторым, имеется в виду имперцы, да, все равно им как-то в глубине души приятно, вот, что Путин задает тон. Как бы, да, тон всему миру. Да, мочит всех, все боятся. Ведь только у русских есть поговорка: боится, значит, уважает.
Только уважать и бояться, в нашем понимании, это вообще абсолютно две разные вещи. Если боится, значит уже не уважает. Это значит, что он ненавидит, презирает, там еще что-то. Русские говорят, ну нам достаточно, что нас боятся, когда им говорят, ну вас же не уважают. Нам достаточно, что боятся. Это разное мировоззрение, это разное восприятие бытия у этих людей, отличающиеся, в корне отличающиеся. Да, это менталитет. Вот они как бы Путин, недовольны Путиным, что он там весь мир настраивает против. Вот они типа ему как бы завуалированно вот эти сигналы посылают. Не веди вот так открыто, хитро веди, более хитрее веди политику. Как бы, чтобы наша империя, она расцветала, да, и чтобы мы еще могли в мире спокойно, где, как хотим, как угодно себя вести. Да. Вот на примере, на нашем примере даже, когда один наш земляк тоже рассказывал один момент, когда те же самые так называемые организации, ну, люди, которые защищают права людей в России, да, когда известна вот эта бойня в Комсомольском, когда уже наше сопротивление там полностью было подавлено, имеется в виду, что там голодные, холодные, и их выдавили вот этот Комсомольский, там просто в осаде вот это бомбили со всех сторон. То когда это узнали, увидели в прямом эфире, вот что в Комсомольске там произошел перелом, то они начали ликовать, вот эти вот так называемые люди, защищающие права в России. Да. Все равно им это было приятно. Вот, наконец-таки мы сделали это. Да. Такой вот. Саша, Хавейла Ибра? Да. Саша, Хависта, да? Хотелось бы узнать, что вот это вето, что существует для России, оно влияет на какие-то там действия или какие-то функции, проводимые Организацией Объединенных Наций, на вот такие вот на захваты земель, на устраивание всяких террористических операций, когда на территории других государств. Это влияет, не влияет? Вот это просто хотелось узнать. Аслан, может, ты знаешь, ты как бы юрист, может, сталкивался где-то с такими вопросами? Да. Я считаю, я знаю, что, да, конечно, это влияет, очень сильно влияет. Тут возьмем любую страну, где Россия отметилась, она таким способом защищает этих же тиранов, диктаторов, такого же, как Башар Асад, для того, чтобы свои интересы, интересы России, это сопротивление Западу, Америке в первую очередь, как бы они считают, что они находятся в оккупации у Соединенных Штатов, и они сейчас должны освободиться. И, конечно же, это очень сильно влияет, и любое дело, вообще две страны есть постоянные члены Совета Безопасности ООН из 5, которые открыто, уже всем откровенно видно, совершают геноцид против чеченцев, уйгуров, и в Сирии, и сейчас ведут агрессивные войны, и могут накладывать вето, могут прекращать. Конечно, это очень сильно влияет. Да, США. Зачем тогда эта организация нужна вообще тогда, если по беспределу, скажем, какой-то там сумасшедший или там человек с физиологическими уклонениями будет у власти какого-то государства, и он начнет там махать мечом налево-направо. Зачем тогда эта организация создавалась? Для чего? Интересно просто. Организация создавалась, она как бы первая Лига наций была, это для того, чтобы не было войн, чтобы люди всегда могли договариваться, это такое место, где государства собираются и обсуждают все вопросы дипломатическим путем.
После того, как началась Первая мировая война, Лига наций подверглась резкой критике, и они были вынуждены переформатировать ее, и она переродилась в ООН, в Организацию Объединенных Наций, уже после Второй мировой войны. Лига наций прекратила существование после Второй мировой войны, так как не выполнила своих прямых функций, обязанностей, для чего она и создавалась. И вот с тех пор, когда создавался ООН, была договоренность стран, которые победили во Второй мировой войне. Это была Англия, Америка, Китай, СССР и Франция. Там Франция, Китай, я не знаю, насколько сильно принимали участие, конечно, но это были еще ядерные державы, которые, это несправедливо. Я считаю, это несправедливо. Все страны должны быть. Я бы, конечно, если бы даже несправедливо, я бы отдал бы одной там Америке или одним англосаксам отдал бы. Но оттуда русских и китайцев я бы выкинул бы, это 100%. Потому что, по крайней мере, в мире хоть и разные войны вели англосаксы, и не очень правильные, и геноцидные даже были вещи в истории той же Соединенных Штатов Америки, становления этого государства, и русские постоянно нам про индейцев напоминают. Но последний век, наверное, того, что делает сегодня Россия, эти страны уже не совершали. И та же Германия, которая когда-то была нацистской, она тоже полностью на законодательном уровне запретила все вот эти вещи, которые могут привести к новому возрождению нацизма. И народы и страны многие осознают, когда они совершают какие-то преступления, а Россия нет. Россия не собирается осознавать. Поэтому, в принципе, я вот отвечаю на твой вопрос, создавалось для того, чтобы предотвратить войны. И 5 постоянных членов стали те, кто, в принципе, имел ядерное оружие и победили. Короче, по праву сильного, если так сказать. Это все делалось. Россию оставили в Совете постоянным членом, в Совете Безопасности ООН после того, как СССР развалился, только лишь потому, что не знали, что с ней делать. Вот эти там 250 миллионов советских граждан, которые расползались в разные части, не знали, что с ними делать, и были вынуждены. Не знаю, вынуждены или нет, но опять же нарушение и устава, это мы позавчера тоже я вам рассказывал, обсуждали. У меня в самом вопросе был ответ, в принципе, для чего она создавалась. Как бы я кое в чем тоже осведомлен в этих делах. Просто, может, уже настало время или же переформатировать, или же уставы какие-то там подрихтовать, я не знаю, ООН, или же полностью... Распускать надо, создавать новые. Я не считаю, что какое-то государство может иметь право на вето на какие-то действия. Этот закон надо бы или убрать, или же переформатировать, или реорганизовать это ООН, или вообще убрать, я не знаю. Может, создать новую. Как после Лиги наций. И что-то, да. Но я больше не вижу, потому что они там начинают говорить. Реально, уже сколько лет, 30 лет, она незаконно, больше 30 лет, незаконно находится на этом посту. Она много раз накладывала вето, много раз принимались решения с участием России. Только лишь она одна могла там где-то там вето накладывать. И если сейчас признать, что она находилась там незаконно, там находилась, то получается, какая-нибудь страна может сказать, что 20 лет назад было решение, Россия наложила вето, а оказывается, она это сделала незаконно. И давайте пересматривать. И это полностью глобальная система и так меняется. И останутся очень много недовольных. Поэтому единственный выход не просто ее признать незаконной, раз ее уже признали законной и позволили ей больше 30 лет там находиться, то полностью распустить эту организацию и создать новую, и впустить туда
Чеченскую республику Ичкерия. Вот только так. Аслан, может, сейчас Украина же как бы поднимает этот вопрос по поводу России, членства России в ООН. Может, это какой-то результат даст, вот эти их действия? Я думаю, даст этот результат. И он, конечно, сказал, что это было сделано только лишь от его инициативы, вот этот Кислица сказал, что это его... Частное заявление? Да, частное, это его такое инициатива его, но при всем при этом я не думаю, что это такая частная инициатива, потому что об этом уже не только он говорит, уже некоторые американские очень серьезные люди говорят, об этом Пол Гоббл говорит, а Пол Гоббл при всем при этом очень большое влияние имеет именно как русист, как советолог, специалист по Советскому Союзу, по русским. И он об этом писал, говорил. Будем надеяться, США. Мир меняется. Мир, вообще вся система мировая с конца 1945 года, который был установлен миропорядок, он потихоньку менялся в силу разных там причин. И принимались решения той же Америкой, которые шли в противорез к решениям или там желаниям ООН. Россия, соответственно, то же самое делала, такие же предпринимала шаги сейчас с Украиной, предпринимает с Грузией. Поэтому, но в принципе, в целом миропорядок, он держался вот таким, каким он был с 45-46 года и 47 года, с момента образования Израиля там и так далее. Но вот с тех пор, я думаю, сейчас почти 100 лет продержалась эта система, 80 лет продержалась. И теперь, я думаю, будет другая система. Прочий век это немало. Да, Аминь, аминь. Очень приятно, Аслан Барков Хилдон. Очень приятно, что так грамотно ты что-то разложил по полочкам. Я хочу сразу тоже сказать, я не специалист большой во всех вопросах, поэтому если будете задавать вопросы, это не значит, что я всегда смогу на них ответить. Имейте в виду. Так, Кари Зайна, вы можете сказать, вы будете говорить, вы вошли, предлагаем вам высказаться. А в ответ тишина. Line Vision, давай ты тогда скажи что-нибудь. Хали-гали. Line Vision, когда будет говорить, микрофон должен включить. Да, вот, включил. Хали-гали, подождите секунду. Валейкум салам. Сейчас Line Vision, а потом вы, Хали-гали. Да, я знаю, микрофон надо включить, просто я вас слушал. Так, есть много вещей. Всем здравствуйте, украинцы, которые у нас есть по теме. Что касаемо России и ее членства в ООН, Россия там находится не совсем нелегально. Россия правопреемница СССР признана, так что она находится там легально. И сейчас объявлять Россию нелегально находящейся в ООН... Сразу ремарку сделаешь, ладно. Угу. Ну ладно, да закончит пускай Лайвич. Давай, Лайвич. Не, пусть сделает ремарку, без проблем. Не, ты закончи. Ну, ты знаешь, наверное, если ты смотрел последний мой стрим, то, что я Кислица говорила, обсуждали. Не, я балл бэш, я как-то выпал немного. Но, окей, я могу ошибаться, если что-то фундаментально переменилось. Но факт в том, что никогда такие страны, как США, и которые фундаментально основополагают создание ООН и других структур, не признают, что она ошиблась, и вот что они такие глупые, не знали, что такое, что Россия это не имела права входить в ООН, и вот они впустили ее, такого не будет.
Россию исключить тоже нельзя из ООН, только денонсировать ООН, расформировать и создать что-то другое. Теперь, что касается Ники, я не видел, Аргно и Штвела. Я хочу прокомментировать то, что он сказал по поводу того, что батальон «Восток», который направлен к границам Украины, он уже там дислоцировался, он уже там, который отметился и в Цхинвале во времена грузинского вот всего этого конфликта. Они не могут не пойти туда. То есть чеченцы не могут принимать таких решений. Это одно и то. Сегодня мы находимся под тотальной оккупацией. Это все равно, что сравнить, вот, например, сказать, что вот чеченцы сегодня не идите туда. Это все равно, что сказать во времена бытности Сталина после Второй мировой войны, скажем так, в году 1948-1953 он умер. Вот в этом промежутке, когда он особенно буйствовал, это все равно, что тогда сказать, вот чеченцы, сделайте какое-то инакомыслие, волеизъявление и так далее. Потому что режим сейчас крепкий, он жесткий, он себя хорошо чувствует, он все контролирует. И сегодня, если чеченцы скажут, вот мы не идем туда, мы не хотим и так далее и тому подобное, ну, это просто нереально, это за гранью фантастики, так что это не произойдет. То есть такое просто нереально. Были акции недавно даже взять самые глупые, когда дома Кадыров побрился, и все за ним вслед брились. Так что сегодня чеченцы не владеют своими душами, своими телами и так далее и тому подобное. Также меня очень расстраивают коннотации, корреляции и параллели, которые украинцы сегодня в информационном поле выстраивают между конфликтами Ичкерии с Россией, точнее, оборонительными войнами, двумя, которые мы провели, и вторую уже проиграли. А вот эти коннотации, они неверные. Украинцев я бесконечно уважаю, у меня есть знакомые, я бывал в Киеве, я там работал по работе, так что сначала нужно, есть такая поговорка, не говори оп, пока не перепрыгнешь. Пока что в Украине, если сравнивать те безумные войны, которые прошли у нас, которые выпали на нашу долю, украинцы даже не надкусили пирог. Я очень и очень хочу, чтобы они его не надкусили, чтобы этого не произошло, чтобы джавелины, стингеры, Фимы 92-е, которые прибыли, Энлавы и так далее остались в складах. Но в любом случае сначала нужно столкнуться с этим. У нас было стрелковое оружие, РПГ, пулеметы, ДШК и так далее, и все. И совсем с этим мы показали очень-очень высокий результат, но это в первую очередь выехали на профессионализме уже военного состава. Украинцам только предстоит такое сделать. Им намного легче, они вооружены, их поддерживает сегодня весь мир. И, конечно, говорить, что Украина подвергнется оккупации, такой же, как Ичкерия, это нереально. Такого не произойдет. Может, где-то еще что-то отхапнут и так далее. Что касается... А теперь я хочу выставить адвокатом дьявола немного. Что касается того, что Украина, когда делает оценки, что вот Украина неделю продержится, и она перевернет игру, там, накажет Россию, дойдет до Москвы. Нет, такого не будет. Россия ядерная держава. У них, если хоть и не такое передовое оружие, как у США, с баллистические ракеты с разделяющимися головными частями и так далее, у них есть там 2000 с лишним и так далее. Это официальные данные, боеголовки, так что такого не произойдет. Я бывал в Воронежской области, ну, кто бывал, тот, наверное, бывал, и там есть стратегический аэродром в Энгельсе. Там столько сушек стоят, это истребители. У России огромный военный потенциал, да, гнилой, да, он гнилой, да, он ржавый, но от Советского Союза остались серьезные военные запасы. Это вот, например, если взять авиацию СУ. Вот в Энгельсе, когда там бывал, в нашем информационном веке, не скроешь все это. Это не какая-то большая тайна. Видимо-невидимо истребители там стоят, вот их СУ, и видимо-невидимо бесконечное количество. Их там, может, 4000, 5000, не меньше. Очень большой полигон отведен вот в центральной России, это Черноземье, Воронежская область. Так что без ПВО полноценного США говорила, что, может, дадут Патриот или Железный купол, но это вряд ли. Пока его не дали, ждут чего? Пока горы трупов посыпятся, когда 5-этажные здания, 9-этажные здания будут складываться, как в Чечне.
то есть ожидается этот результат, только тогда пошлют. Железный купол они в любом случае не пошлют, это стратегическое оружие, они его давали, я не знаю, каким еще государствам, кроме Израиля, то есть я не знаю, я не берусь это утверждать, может и давали, но мне кажется, никому больше не давали. Так что если бы они хотели дать, то они дали бы. Может быть, они их дали, ну, под шум волны, как говорится, неофициально. Никто же не знает, что туда привозят, что увозят, потому что, по последним данным, целые воздушные коридоры налажены между Украиной, США, Великобританией, Европейским Союзом. Так что, да, у украинцев есть военный потенциал, да, их 40 миллионов, и в любом случае они подвергнутся оккупации, это невозможно, и удержание этих территорий невозможно, это просто бред. Но говорить, что вот мы неделю продержимся, перевернем игру, нет, не перевернут украинцы, к сожалению, игру. Россия – это большой враг, Россия – это серьезный враг. Россия сегодня пляшет под дудку Китая. То есть кто следит за событиями последними, знает, что как в каком амплуа представлял Си Цзиньпин Путина, где его посадили, какое его место и так далее, как к нему относится большой брат из Китая, который когда-то давно, если все помнят, в Советском Союзе Мао Цзэдун, все же знают, кто такой Мао Цзэдун, это тогдашний китайский лидер, он в палатке жил напротив Красной площади, там сколько там говорят, месяц что ли, и в своих мемуарах он писал, что мне казалось, что меня Сталин расстреляет. Вот как описал Мао. А сегодня Китай до такой степени возрос и стал таким папой, вот, таким гегемоном, что командует и Путиным. Но это мнение уже большинства экспертов, многие люди на этом сходятся. Так что не все так просто. И если сегодня Запад, а Запад не будет этого делать, нету таких лидеров, нету Рейгана, нету Кеннеди, нету Тэтчер, нету таких людей, чтобы вот взять, расформировать ООН и такие активные действия развернуть против России, потому что это попахивает Третьей мировой войной, а американцы не хотят воевать. Американцы даже, в последнее время, может, они знают, что такое Украина. Американцы никогда не знали, что такое Украина в большинстве. Мы имеем в виду именно народ. Они не знают по части большинство американцев, и это реальный социологический опрос, они не знают, кто у них президент. Есть такие опросы, они реально не знают, кто у них там действующий президент и так далее. Американцы максимально вольные люди. У них много денег, у них прекрасная жизнь, они вообще не хотят в это погружаться. Но в последнее время CNN и все вашингтонские вот эти средства массовой информации вот просто пропагандируют вопрос Украины. Теперь, наверное, они это знают. Так что все это далеко. Например, Макрон ездил на поклон к Путину. Все у нас есть это в вопросе о том, что кто лоялен России, кто нет. Например, Франция – это очень сильное государство в Европе, наверное, самое сильное государство, ядерная держава. И Франция, Макрон идет на поклон к Путину. Он шел к нему на поклон, он с ним разговаривал, он с ним общался в течение 5 часов. На выборах все кандидаты в выборы президента Франции выражают респект Путину. Они говорят о нем, они говорят о налаживании отношений, о том, что нельзя с ними ссориться. То есть вот такие вот вещи происходят, так что фрустрация у Путина не наблюдается, он в себе уверен, он выстраивает политику шаг за шагом, но делает то, что всегда делал. То есть в лоб он, если уже не пошел, значит не пойдет. Так что вот такие мысли у меня на этот счет. Баркал, конечно же, сейчас найдутся очень много людей, кто с тобой не согласен, и у меня тоже без есть проблем, много я что готов сказать. обсуждать. Да, для этого мы здесь собрались. А Хали Гали сперва дадим слово, потому что он давно поднял руку. Хали Гали, вам слово. Так, как меня слышно? Да, вас слышно. Спасибо огромное. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Приветствую. Я прошу прощения, если у меня что-то вылетит. Дело в том, что я проходил очень, 8 лет у меня было, как говорится, за решеткой. Угу. Поэтому у меня может и в речи вырываться иногда, я не стараюсь не губить, но у меня бывает вылетает, и я знаю, что здесь запрещено ругаться. Поэтому мне бы очень хотелось, конечно, чтобы вы меня хотя бы выслушали.
Да, мы выслушаем. Если будет без мата, то, конечно, с удовольствием выслушаем. Да, буду стараться. Просто, насколько мне известно, вот у меня был один Вова, и тоже на букву П. Его фамилия была. Ну, я думаю, что он еще даже живой, но я уже давно с ним не общался, лет 20. Как-то мы общались, значит, и вот у нас вышло в разговоре, ну, знаете, это среди там, у кого пальцы загнуты, мне как бы сказали, ну, какие там эти самые революции там или еще что-то. Ты пойми, что революция произошла где-то в 1800 там, 90 каком-то году, ну, 90-м даже, может, раньше чуть. Дело в том, что на одной из пересылок каторжане сидели. Их было, ну, там, довольно-таки большая бандитская группировка, которая, ну, перевозили там, значит, из лагеря в лагерь этих зэков. Там в основном были тати, такие бандюки, знаете, которые там, ну, грабили банки, там, ну, что такое. И, значит, сидели они между друг с другом, значит, сидели и общались, как бы, ну, и хвалились, там, я там этого барина своего замочил, там, ну, там, взял там у него то-то золото, там. Вот. Потом другой там хвалился, ну, другими, знаете, ну, там, своими преступлениями хвалился. Вот. Сидел среди них был такой еврей, я не помню сейчас. Пожалуйста, Халигали, микрофон поближе, тут пишут, что вас не очень слышно. Был среди этих всех осужденных был еврей. Я не знаю, как его там фамилия, и, там имя, там, ну, это не настолько важно. Он их, ну, когда они сидели там, бахвалились, он им сказал, да вы все ослы, которые ничего не можете. Вот ты украл, как говорится, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. Вот. Да, все. Нет, это я не вам, я лежу в больнице просто, и поэтому первый раз вышел на стрим, у меня получилось, наконец-то, я пытаюсь, ну, я далекий от компьютера, поэтому я не умею ничем этим пользоваться. Вот. А Халигали взял себе, ну, погоняло, это у меня первое погоняло в детстве было, там в деревне у себя. Ну, там в основном зэки все жили, поэтому такое погоняло у меня еще маленький, когда было вот. Поэтому, вот. И этот еврей им говорит, зря этой херней занимаетесь. Давайте я вам сделаю так, что вы будете грабить, сколько вы захотите, вот, и вам ничего за это не будет. Да как это так? Это уже не может быть. Он говорит, да может, как не может. И говорит, вот я вам, говорит, сделаю, говорит, вы заберете власть, и достают из-под шканаря там этот Ленин. Говорит, вот этот человек вас приведет к этому, как его называется, к коммунизму. И вот бандюки в 17-м году, это бандюки, которые вот со всех этих зон, короче, они освободились, их освободили. Они, эти бандюки, и устроили всю эту революцию, понимаете? И не Ленин был там главный, а именно вот Сталин, Дзержинский, вот эти вот все бандюки самые главные. Вот они захватили власть. Дело в том, что власть они сейчас никому не отдадут. И это все идет поколение в поколение, потому что они захватили власть, они поубивали все это, всю интеллигенцию, все что угодно, понимаете, они все это душат. Они никогда, это власть бандюков. И народ они стравливают за счет, ну, понимаете, вот они, как говорится, если ты к ним придешь, они не будут разговаривать с тобой культурно, они с тобой будут разговаривать на понтах. И говорит, ты понял, вот туда иди, так делай, понимаешь? Вот поэтому вся эта катавасия. Вы думаете, что какая-то демократия, что ли, там Навальный или еще какие-то, это все понторезы, все эти, это все бандюки, понимаете? Вот в чем дело. Вам нужно, когда эти спросили, а тебе-то что нужно? Дело в том, что в те времена шел очень большой геноцид еврейского народа. И он сказал, мне нужно, чтобы вы нам дали небольшой клочок земли в вашей России. И в 1929 году
образовалась еврейская автономная область там, или что там у них образовалось, с городом Биробиджан. Это первый Тель-Авив был. Вот. А потом уже дальше поднялись. То есть нужно, в принципе, попросить нам всем, у евреев прощения и признать евреев во всем мире, чтобы их не было и гонений. Если не будет гонений против евреев, будет мир во всем мире. Вот я вам что говорю. Ясно? Я нахожусь в больнице, я не могу громко разговаривать, поэтому, господа, если вам интересна моя мысль, вы можете ее обсудить. Если вам не интересно, вы можете... я вам даже скажу, что все религии, возможно, придумали они, потому что против них всегда были гонения. Вот и все. Кто придумали? Против них всегда были гонения, и все религии придумали они. Кто все они? Религии написаны людьми. Ну, конечно. Ну, люди передавали. Ну, это разная позиция, смотря кто как во что верит. Поэтому спасибо за ваше мнение, Халид Галя. Если вы закончили, я бы предоставил слово Альви. Да, спасибо. Альви, тебе слово. Нет, немножко прокомментирую технические детали, неточности, потому что много очень неточностей, как в технике, так и в политике. Говорим про ООН. Я немножко поправлю, чисто технически. Франция, по-моему, в 60-х годах только получила ядерное оружие, и в конце 60-х, по-моему, Китай тоже где-то. То есть они не были обладателями ядерного оружия. На момент подписания, да, не были, да. Да, не были. И китайцы вообще никакого отношения к победе во Второй мировой войне не имеют. Совершенно верно. Вся вот эта Красная армия, поддерживаемая Сталиным, 5-миллионная армия Мао Цзэдуна отсиживалась в горах, пока американцы там с японцами рубились в Тихом океане, и когда уже ядерные бомбы японцев заставили подписать безоговорочную капитуляцию, вот войска Мао Цзэдуна просто зашли, взяли Пекин, а Чай Каньши, вот реально демократически избранное правительство Китая, сбежало на Тайвань, и вот с тех пор мы имеем два государства. Одно китайцы, это последователи вот этого Чай Каньши, капиталисты, которые на Тайване, и коммунистическое, которое Сталин там устроил, потом культурный геноцид им устроил Мао Цзэдун, где, по некоторым данным, до 70 или 80 миллионов китайцев было убито в результате этих коммунистических экспериментов. Я это к чему, что вот это Китай и Францию в ООН, в Совет Безопасности именно Россия пролоббировала, чтобы у Америки меньше рычагов было на влияние. Еще есть момент с Корейской войной. Дело в том, что в Корее воевал не только США. Вот нам постоянно при Советском Союзе гнали пропаганду по телевизору, что якобы американцы на Корею напали, бла-бла. А на самом деле в Корее были войска ООН. Вторая, по-моему, по численности группировка была у турков. То есть турки были в ООН на стороне США. Ну, как члены вот этого НАТО и союзники США. До сих пор у них очень хорошие отношения с Южной Кореей, кстати, у турков. Они им технологии поставляют, там, и вообще дружественные очень отношения с ним. И поскольку у России у Советского Союза, вернее, было право на вето в ООН, корейскую операцию вообще невозможно было провести международную. И как они сделали? Они подождали, пока вот этот вышел, представитель СССР, и тогда быстро приняли вот это решение помочь международным войскам Южной Кореи. И вот так они отстояли Южную Корею с помощью там США, турков, еще там были эти, французы были, по-моему, тоже. Ну, международная группа войск была. То есть, да, Совет Безопасности – это абсолютно такой гегемонический инструмент победителей Второй мировой войны. То есть ничего справедливого в нем нет. Это абсолютный беспредел, если говорить так, честно. Беспредел тех, кто выиграл войну над теми, кто ее проиграл. Больше ее нельзя по-другому описывать. И вот почему этот архаичный инструмент до сих пор не отменяет, это вот
тут есть вопросы, там, есть теории, и разные теории, почему это не делается. Тут дело в том, что США тоже, скажем так, выгоден этот инструмент, и они не хотят от этого отказаться. Так-то они могли его, скажем так, пролоббировать и убрать, но пользы, видимо, от него для них больше, чем вреда, который наносит Россия своими вето на решение Совета Безопасности. Еще там по поводу железного купола Line Vision говорил. Вот этот железный купол – это такая совместная израильско-американская разработка, и ее цель не самолеты сбивать, не баллистические ракеты, даже Искандеры она не может сбить. Ее цель вот эти ракеты, да, вот эти водопроводные трубы, которые Хезболла запускает. Кассамы или как они? Да, Кассамы. Еще он может ракеты от Града, вот эти БМ-21 Грады сбивать. Причем это крайне дорогое оружие, потому что вот эта сама ракета в этом железном куполе, она стоит, если я не ошибаюсь, я точно не знаю, по-моему, то ли 85 тысяч долларов, то ли 200 тысяч долларов. Давайте. То есть, чтобы сбить железную трубу, которую напихали вот этот порох, напихали порох вот эти палестинцы, нужно тратить 200 тысяч долларов. То есть это крайне неэффективно. А теперь представьте, что Россия там начинает обстреливать Украину из этого градов БМ-21, у них там их немерено, там сотнями и тысячами. И нереально это такое. Это чисто такой специфичный для Израиля инструмент, чтобы избивать ракеты вот этих, скажем так, палестинских повстанцев, или как мы еще называем, террористов или еще кого. То есть для Украины она абсолютно не имеет никакой технической пользы. Она мгновенно будет насыщена вот этим. Есть такое понятие насытить ПВО противника или противовоздушную оборону противника насытить. То есть если она сможет там одновременно 10 ракет сбить, ты просто там 20, 40, 50 там пустишь и все. Она насыщена, она не может справиться с этим. А в России вот этих градов, смерчей, ураганов просто немерено. То есть с этой точки зрения бессмысленное железо. К тому же недавняя новость есть, что Израиль наложил вето, чтобы такое оружие Украине не передавали. Еще там много есть этих со стороны Израиля ограничений, которые они совместно с Россией используют, чтобы Украина не получала там разные технологии и все такое. Это чисто такая сделка между Израилем и между Нетаньяху и Путиным, чтобы Путин не дал какое-то оружие, технология Ирану. Он обычно шантажирует вот этим делом. Я Иран не дам это, а ты Украине не дашь то. И вот так это все продолжается уже который год. Это чисто этот момент. Далее, что Россия может, вот реальный ее потенциал, да, она действительно может очень сильно Украину потрясти. Это чисто вот этими ракетными ударами. Это даже не обсуждается. Украина 7 лет, извиняюсь за выражение, хлопала ушами и не делала ни свои эти Нептуны, ни этот комплекс Гром-2, и как там его никак не принимали на вооружение. Дело в том, что у Украины, чтобы Россия ее боялась, должно быть какое-то оружие возмездия. Чисто вот заниматься сбиванием того, что всего этого добра, которого Советский Союз накопил очень много, это путь к поражению. Естественно, чтобы наказать того, кто на вас все это кидает, вам нужно чем-то кинуть в него. Вот классическая ситуация такая была с войной Саддама Хусейна с Ираном. Вот там был, если кто постарше помнит вот эти в газетах, Саддам Хусейн кидает по Тегерану ракету, и в Тегеране с кадами обратно по Багдаду. И вот так они друг друга пуляли. А теперь представьте ситуацию, русские кидают там Искандерами, стреляют по Украине. Чем будут украинцы отвечать? Этот Гром-2 уже 20 лет, он готов, все там можно сделать, они все сидят, и Зеленский, говорят, последние 2,5 года вообще приостановил эту ракетную программу. То есть ее не делают. Ее раньше за деньги саудитов делали.
экспортный вариант на 300 километров, вот этот Гром-2. И так, то есть у Украины нету оружия возмездия. Это очень вселяет большую уверенность Путина. А почему не вселять? Он может не заходить в Украину, а чисто издеваться. Единственное, что его останавливает, это ответка Запада. Что касается авиации, вот тут Путину очень хотелось бы, конечно, утюжить авиации, как он нас утюжил, если вы все хорошо помните. Да, это безопасно, эффективно. Да. Дело в том, что у вот этого Советского Союза вот огромные запасы этих бомб накопленных, неуправляемых бомб. И у них проблема, их по площадям же кидают. Это оружие времен Второй мировой войны, вообще говоря. Но они там разработали какую-то систему под названием Гефест, которая вот западной электроникой, компьютерами рассчитывает вот эту погоду, высоту, скорость ветра, скорость движения вот самого самолета, и она там с точностью несколько метров, там 10 метров, 5 метров, сдалека кидает вот эту старую советскую бомбу. Они именно этими тренировались в этой Сирии. То есть им очень важно, запасов очень много, можно до бесконечности, условно, до бесконечности бомбить Украину. Вот с этим Гефестом можно с этих сушек бить по Украине. Но проблема в том, что любой залетевший самолет российский на Украину может быть сбит самолетом НАТО. И об этом вот не узнает никто. То есть если у России не будет возможности как-то знать, что их не сбил там залетевший с Румынии там F-35 там, или польский F-16 залетевший случайно. Потому что современный бой, он не как во Вторую мировую войну, там, dogfight, когда друг друга в хвост пытается выйти. Там за 100 километров, короче, запускает вот эта ракета Амрам какой-нибудь, да, большой дальности, она спокойно сбивает самолет. То есть им даже не нужно будет, наверное, Западная Украина, они спокойно могут сбивать самолеты, российские, которые будут залетать, бомбить, и они как бы будут вправе это делать. Они даже могут небо закрыть над Украиной, и никаких проблем с этим нет. Вот этого боится Путин. Так что с авиацией у него тоже... Вот если бы он точно знал, что не будет, его авиации не будут мешать, да, я думаю, он рискнул бы. Но он вот не уверен в этом. Вот все эти переброски самолетов американские в Румынии, там поближе, потому что оттуда уже спокойно можно залетать в Украину и полностью ее территорию накрывать там, ракетами средней дальности самолета. Поэтому и это его сдерживает тоже. Но не факт, что он вот не попрет в любом случае, рассчитывая на такой шоковый эффект, там, отобрать Одессу, вот этот кусок, начиная с Одессы до Харькова. Вот может рискнуть, вполне может рискнуть. И раз американцы так боятся, переносят посольство в Львов, по-моему, еще кто-то там перенес посольство в Львов из Киева. То есть надо полагать, что это люди, они непосредственно как бы контактирующие с Путиным, то есть не ведущие переговоры. И они по его разговору и по его намерениям точно понимают, что он хочет сделать. То есть с высокой вероятностью знает. Поэтому они были так уверены, что он полезет. Либо Путин хороший актер и брал их на понт, либо он действительно вот этот последний бой рассчитывает. Потому что скоро он вообще постареет, и, думаю, время не на него играет. И Украина может, в конце концов, перевооружиться и действительно оружие возмездия себе сделает. А не будет вот это с этим огромной армией российских шпионов, саботажников в правительстве, в Думе, я не знаю, в Укроборонпроме, везде, где только там, наверное, страшное количество этих. Тем более Украина довольно бедная страна, и подкупить кого-то богатой России довольно-таки, я думаю, легко. Конечно, не всех, и система все-таки украинская работает, но я думаю, там дыры и прорехи очень большие. Именно это поддерживает в Путине вот этот градус самомнения и наглости. Как-то так. Аслан, я закончил.
Да, Баркал. Ну, Лайн Вижа, ну, Кюгайден, пожалуйста. Меня слышно, да? Алло. Да, хорошо. Да, хорошо. Так, много было сказано, я тут выписал себе, я пройдусь по пунктам. Я уважаю Альви, я смотрел его шоу, я с ним единомышленник, мне нравится то, что он говорит, так что мы просто дискутируем. Касаемо Кореи и всего, что связано с ним, я про Корею ничего не говорил. Касаемо Франции и ядерной державы, я говорил о Франции, упомянул о ней. Я знаю, когда она получила ядерное оружие, то есть это известный факт. Я не про тебя комментировал. Line Vision, на секунду. Про ядерное оружие говорил Аслан. Я не тебе имел, не тебя имел. Не проблема, я не пытаюсь сосисывать, мы просто разговариваем. Дело в том, что ты, как бы, я комментировал не тебя, а Аслана про ядерное оружие. Я пропустил Хендервала. Про тебя я чисто про этот Iron Dome, про железный купол говорил. Окей. И не только ты про него, ты про Мао Цзэдуна еще сказал кое-что. И про Китай. Про Китай, сейчас я по пунктам. Насчет Франции. Я говорил о Франции, упомянул о ней в контексте того, что сегодня Макрон в самом деле перед Путиным, он ищет с ним диалога, он ищет с ним на фоне всех остальных, он в самом деле ищет с ним какой-то диалог, и эти визиты тому свидетельство. И сегодня все, кто ведут избирательную кампанию, баллотируются президенты во Франции, тоже выражают респект Путину. То есть это есть, это факт. Насчет Мао Цзэдуна. Я также упомянул о Мао Цзэдуне, что вот сегодня Китай стала таким гегемоном, такой великой державой, и сегодня Путина сажает между Рахмоном, между Таджикистаном и Узбекистаном. Прекрасно к ним отношусь, это наши братья по вере и так далее. Указывает место Путина и России на мировой арене. Си Цзиньпин это сделал специально, и весь мир это знает. Я упомянул про Мао, потому что тогда лидер Китая, Мао Цзэдун, он сидел в палатке на Красной площади, и из своих мемуаров, и это достоверно известный факт, Мао писал, что он боялся, что Сталин его расстреляет. Вот какое положение было у Китая тогда, и вот какое положение у Китая сейчас. Насчет железного купола. Я не знаю характеристики железного купола. Я не военный эксперт, я не знаю, что он сбивает. Я могу это узнать, это не проблема, у нас есть интернет, но я этого в самом деле не знаю. Я о железном куполе упомянул в контексте того, что о нем говорят СМИ, что вот, мол, его могли бы дать. Я сейчас не скажу, какое СМИ, но если можно это найти, это тоже было. То есть или Патриот, или Железный купол, что-то такое было. Поэтому я упомянул про это. Насчет высокоточного оружия. Эти Искандеры великие, мы точно ничего не знаем. Что сегодня в России? Это прозрачный режим, то есть мы сегодня знаем статистику, или можно доверять таким компаниям, как Левада, и их каким-то социальным опросам? Нет, нельзя. Россия сегодня тоталитарное государство, и все, что говорит Россия, это вранье и фарс. Ничему нельзя верить. Откуда мы знаем, сколько Искандеров? Говорят, что их 32, кто-то говорит, что их 100, кто-то говорит, что по-другому, но я все-таки склоняюсь, что их 32, потому что их очень, на самом деле, мало. У Путина мало мозгов, люди убегают, мало инженеров и так далее, 3-10. У Путина есть то, что у него осталось после Советского Союза. Великодержавное наследие. У него мало высокоточного оружия. В режиме активной, я не военный эксперт, но когда идет активная война, вот прям куй железо, пока горячо, эти Искандеры улетят в воздух моментально. То есть, они растворятся. Сейчас, секунду, я еще кое-что выписал. Так, насчет того, что НАТО будут сбивать российские самолеты, русские самолеты, будет точнее. Но это, я не знаю, давайте не думать, что они могли бы сделать, а давайте посмотрим, посчитаем, то есть то, что уже свершившиеся факты, посмотрим, какие уже у нас есть факты. Так, у нас есть Первая русско-чеченская война, у нас есть Вторая русско-чеченская война. Признанные, не скажу кем, но тоже можно найти, со Второй мировой войны, со времен Второй мировой войны не было больше ужасной войны, чем наши войны. Это самые страшные войны, где умерло невероятное количество людей, где были стерты с лица земли города, поселки, селы и так далее и тому подобное. НАТО сбивало самолеты из Турции очень близко. То есть для ракет это вообще не проблема. НАТО сбивало? Нет, не сбивало.
НАТО сбивало русские самолеты в грузинском конфликте? Нет, не сбивало. НАТО сбивало их до этого всего в Афганистане. Нет, она вооружала этих маджахедов. НАТО сбивало их в Сирии? Нет, не сбивало. НАТО проутяжило чувака. Ну, это ерунда. То есть НАТО пока ничего нигде не сбивало. Пока что. Может, и сбивала, я, может, чего-то не знаю, окей. Но Турция сбила, кстати, молодец. Ей за это 5. НАТО пока ничего не сбивала. НАТО беззубая. Но Турция входит в НАТО, если во главе НАТО... Турция входит в НАТО. Да, но это... Нет, она входит в НАТО, это мы знаем, но безусловно... Американцы в Сирии убили около 600 человек из русских наемников и так далее. Ты, мне кажется, немножко преувеличиваешь возможности России, на самом деле. Не, я не преувеличиваю возможности России, я просто говорю о фактах. Там не сбивали русские самолеты, они утюжили в Сирию, но они утюжили. А сбить, когда турки сбили русский самолет, а это сделали не больше НАТО, это сделали военнослужащие Турции. То есть это турки сделали, когда они перешли в воздушное пространство. И я ни в коем случае не превозношу Россию. Я ненавижу Россию. Россия виновница, прямая виновница в том, что у меня много близких родных погибло. Что касается Сирии, Россия вторгалась в Сирию, чтобы отработать свои какие-то там военные стратегемы, военные какие-то фишки. Нет, Россия туда вторглась, это мое субъективное мнение, им это мнение разделяет большинство, чтобы сохранить режим Башара Асада. Им очень важно сохранить вот такой же тоталитарный режим а-ля кадыровский, он очень похож на него. Кажется, все я откомментировал. Вот так, чтобы Интердол, я не превозношу Россию, у меня газ кыша, сундук зеди на сачурчана, я никогда не встал бы превозносить Россию. Я говорю о том, что реально, а все, что было сказано, это пока что нереальные вещи. Мы не видим, где они что сбивали, мы не видим, как Искандеры куда-то летят и так далее. Этого еще не произошло, это еще не случилось. Вот когда это случится, тогда и будем говорить, что Интердол... Тогда и поговорим. Боя, ну вот ты же сам сказал, Турция сбила натовский самолет. Да, ну ладно, пускай Алюти ответит. Еще там, Аслан, что Интердол, что мне 28 лет, что я всех вас уважаю, я соглашаюсь со всем, просто я высказал свое мнение. Да, все отлично, все отлично. Коррекции Жарец, он молодец, 28 лет, лихушву, по крайней мере, ты правильно идешь. Но есть некоторые моменты. Вот почему Россия ее там приняли? Россия, когда вот развалился Советский Союз, Россия взяла на себя все внешние долги Советского Союза. От них были освобождены вот эти советские республики, Украина и так далее. Вот основная причина, почему все в республике согласились в том, чтобы ООН, она была, значит, заменила Советский Союз. Абсолютно верно. Внешние долги, которые были... И дополнение к этому, США, что контроль за ядерным оружием, химическим оружием и так далее тоже возьмет на себя. Да, молодец. А разве у меня небольшой вопросик, не уходя далеко от темы, разве не имели право Россию принять как на постоянное членство ООН? Не имели, но я тебе говорю, что когда Ельцин, этот алкоголик, развалил Советский Союз, они были в шоке. Все союзные республики, остальные, их было 15. Это де-факто случилось, и когда в Казахстане собрали. Да, но именно из-за того, что внешние долги, которые, они были огромные, всех союзных республик, Россия взяла на себя их погашение, с этим они согласились, понимаешь? Незаконно. Но были же и не только долги взяты, но и все посольства, золотой запас, и все. Это что же это было прибрано Россией? Да. Не, я просто хочу сказать, что это незаконно.
ее приняли туда. Незаконно, незаконно. На правах правопреемников нету там такого вообще. Нету. Вчера буквально, да, как его, Горбачев был самый близкий для Америки. И вдруг они столкнулись с этим де-факто. Он без всякой атомной войны, этот Советский Союз разрушился. С этим де-факто все согласились. Еще плюс Россия взяла на себя обязательства по внешним долгам, ядерное оружие и так далее. То, что я еще тогда говорил, в тот период, когда Украина передавала свое ядерное оружие России, тогда я еще говорил, что все, Украина накроется после этого. Как она могла это себе допустить, я не понимаю. Я поэтому говорю, незаконно, по понятиям, по каким-то долгам, по причинам, это понятно, но незаконно. Сами они нарушили. Все верно, правильно, согласен. Будапештский меморандум. Кстати, вот наш спикер ошибся в географии, там Энгельса аэродром находится не в Воронежской области, а в Саратовской области. Старые бомбардировщики там, которые в сущности был, по-моему, такой Мальцев, у него стрим был, он говорил, что когда этот самолет взлетает, мы боимся, что что-то у него отвалится, и он рухнется вместе со своим ядерным оружием на аэродром. Поэтому, мне кажется, несколько преувеличивает возможность. Говоря о Франции, тоже Франция лавирует просто. Любой президент у них, который приходит к власти, он лавирует, чтобы Путин не начинал во Франции массовые тачки желтых жилетов. И также по Европе везде Россия имеет сильную агентуру и пользуется ей. Здесь же в Австрии также пользуется. Есть партия ФПО, которую покупал Путин. И в связи с тем, что они готовили покупку газеты «Крона Цайтунг», и это было раскрыто, эта партия была полностью, там, правительство было подано в отставку, это в 2017 году было. Нет, это было позже. В 2017 они пришли ко власти, это ФПО партия была. Ну, так известные нацисты, как их здесь называют. Так что в Европе не все так однозначно. Поэтому Макрон не может никаких личных инициатив проявлять на переговорах между, где фигурирует Украина. И я одну маленькую ремарку, Алю, перед тем, как тебе дать слово, к нам зашла Джен, и тоже ей сейчас после тебя дадим слово, сказал бы по поводу самолетов российской авиации. После того, как украинцы помогали грузинам остановить российскую авиацию, российская авиация потеряла около 20 или более 20 летательных своих летающих гробов, и возникли большие проблемы с бомбардировками Грузии. Так, Альви, тебе слово. Я немного прокомментирую про это, потому что все время в спорах с вот этими русистами, еще на заре интернета было, когда они говорили, мы все долги на себя взяли, а вы ничего не взяли. Вот это, постоянно вот это, упрекали они этим. Это длилось там, не знаю, несколько лет, пока не выяснилось, что вот все эти заграничные авуары, собственность Советского Союза, она в 10 раз, в десятки раз превышала вот этот долг. То есть Россия на этом нагрела в руки там 10 раз, когда она долг вот этот взяла на себя. Всю иностранную собственность Советского Союза, вот все эти золотой запас, авуары, хотя это все должно было по теории разделено между этими республиками, которые все вносили в это в лепту. Так это все Россия себе присвоила. Поэтому они с тех пор больше об этом не вспоминают, если вы заметили. Я не думаю, что именно из-за этого там согласились, из-за долгов. Короче. Это должок, это был мизерный, там, не знаю, долг Советского Союза был 100 миллиардов или 92 миллиарда, ну что-то в этом районе долларов. Сегодняшний, по-моему, бюджет России, я точно не помню, триллион, по-моему, или 1,5 триллиона ВВП долларов. Так что это не такие большие деньги были по сравнению с собственностью, которую они забрали, и со всеми этими. Это один комментарий.
Альви, я ремарку вставлю, если Албек Цыбулшин. По сравнению с тем, да, все вот эти, вся собственность Советского Союза за рубежом, они прибрали. Это, во-первых, это тоже как минимум в 10 раз больше, чем долг. И плюс Советскому Союзу должны были, что-то начиная с Аргентины, оттуда очень большие суммы долгов были Советскому Союзу. Весь Ближний Восток, Восточный Юго-Запад, вплоть до Китая и Америка. Ближний Восток, да. И все были долги. Там десятки раз больше там им должны, по сравнению с этим там небольшим долгом СССР. Они нагрелись на этом, да, ты прав. Второе, я хотел прокомментировать. Может ли НАТО сбить, осмелится ли НАТО сбить самолет не СССР, а России? На территории России, оговорка прям по Фрейду, на территории России или в международных водах не посмеет. А на территории Украины посмеет и забьет. Потому что это считается суверенным государством. Сравнивать это с нами, это не совсем корректно, потому что нас в состав России как автоматом внесли, и над нами можно было делать все, что угодно. То есть это совсем разные ситуации. Почему над Грузией не сбивали российские самолеты? Ну, во-первых, когда уже в Средиземное море американский авианосец выдвинулся, и Путин звонок сделал вот этот тогдашний президент. Я не помню, кто там был, Буш или Клинтон, кто был. Буш, по-моему, был. Буш был. Они прекратили, короче, не стали Тбилиси бомбить. Иначе Путин, зачем он отказался? Он был почти что в шаге, на расстоянии вытянутой руки, чтобы Тбилиси взять. Там бомбежками запугать и взять. Он не остановился бы. Он остановился именно потому, что ему сказали, что на территории Грузии мы вас будем сбивать. И вот эта Инжирлик, американская база в Турции, там уже готовы были самолеты, чтобы небо над Грузией очистить. Поэтому Путин там струхнул и тормознул. Вовсе не потому что. Поэтому на территории Украины и Путин это спокойно съест, вернее, промолчит. Да, там в международных водах, если собьют, там будет этот скандал, там все как в Турции, когда было, турки сбили в Сирии самолет. Но над Украиной не, спокойно. К тому же это невозможно доказать. Это такой же, с Путиным могут играть в такую же игру, их там нет. То есть вот, это будет просто натовский, их там нет. Сбили над Украиной, нас там нет. Потому что если он упадет именно на территорию Украины, Путин вообще ничего не может сказать. Вообще это большое преувеличение. Мы находим все еще жертву вот этой путинской пропаганды, не пусть, а советской пропаганды про могучий Советский Союз. Там, на самом деле США и НАТО могли и Советский Союз очень быстро уничтожить. Вплоть до конца 60-х годов, пока вот не появились вот эти лазерные гироскопы на межконтинентальных ракетах. Вот, чтобы раскрутить гироскоп на межконтинентальной ракете вот, советской, в 60-е годы, в 50-е годы нужно было полчаса. Ракета через Северный полюс американская летит 20 минут. То есть это обнуляло вот возможности тогдашнего Советского Союза нанести ответный удар, если американцы первыми это сделают. У американцев еще с начала 60-х годов, в конце 50-х были уже лазерные гироскопы. Они мгновенно работают. Там запускается лазерный луч, там стоит 4 зеркала, и он, отражаясь по этим зеркалам, совершает круги. Там, это долго объяснять. Я знаю, как технология работает. Это как раз лазерные дальномеры, это все моя специализация, лазерное наведение. И они мгновенно это могли делать. Только уже в начале 70-х, когда уже в шарашке они уже заставили ученых сделать вот эти лазерные гироскопы, уже вот эти договор по ПРО подписали, все такое. Это именно вот последствия того, что вот тогда СССР мог уже реально там нанести неприемлемые потери
США через вот этот Северный полюс кинуть в них этими баллистическими межконтинентальными ракетами. А так Советский Союз это довольно дутая, скажем так, величина была. Нам через газету «Правда» нам это все внушали. Есть даже небольшой эпизод, я вам расскажу, вот как, например, в 50-е годы, вот, как это все происходило. Однажды были учения на Дальнем Востоке, американские, то есть где-то в Охотском море, там, на Тихом океане, вот в этом, вблизи границ Советского Союза, авианосцы американские проводили учения, и вот с аэродрома в Находке, по-моему, или с Владивостоке, вылетели 5 вот этих советских истребителей, чтобы наблюдать за учениями, типа, ну, с расстояния там летающие. И как только они на радаре, американцы их поймали, они выслали, мустанги послали, и они сбили 4 советских, один сбежал, то есть успел от них сбежать, 4 самолета. И Советский Союз вообще ничего не сказал, никакого протеста, ничего. Они знали, насколько они слабые по сравнению с американцами. Прекрасно это сознавали, поэтому молчали. Что касается Китая, тут тоже Китай, конечно, хорошо все копирует, и экономика уже 2-я в мире после США у них, может, скоро будет 1-я, учитывая, как они все хорошо. Но одно дело копировать, и другое дело, тоталитарные режимы не всегда могут прорывы делать. Вот эти все хорошие китайские ученые, они в Лос-Анджелесе, в Америке, там, не знаю, на Тайване, они тусуются. А что остается в самом Китае, это больше так, ну, та же система, что была при Советском Союзе, когда тебя принуждают и мало платят. Какая там зарплата была у инженера в Советском Союзе? 160 рублей. Это едва-едва концы с концами свести. Это инженер. Тогда как на Западе инженер это вот такой человек с огромной зарплатой, на котором фирма держится. Вот Китай тоже вот в этом смысле, ну, есть у него. Я могу долго очень по этим техническим вещам. Спасибо, Алви. Долго не надо. Промолчу, да. Утомлять вас этим не буду, но примерно ситуация такая, как я вам описал. По крайней мере, это мое мнение. Ну, Баркал, Дересхоль, вот у нас Женя зашла. Лайн Вижн, подожди минутку, я обещал слово. Женя, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не уверена, слышно меня? Очень хорошо слышно. Я просто сама себя не слышу. Ну окей. Здравствуйте все. Спасибо большое за возможность присоединиться к стриму. Меня зовут Женя, я из Украины, я из Харькова. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы нас поддерживаете. И также я хотела там прокомментировать пару слов спикера Line Vision насчет авиации, но это сейчас не важно. Важно другое. Понимаете, получается, мы все время ждем, вот он наступит, вот он отступит, вот, то есть мы являемся как бы в данном случае, получается, объектом. Нам всем надо перестать быть объектом, мы все как бы объект, нам надо стать субъектом. Что я вижу, как нам стать субъектом, который сам наступает, сам отступает, сам принимает решения? Что я вижу, что мы не делаем, это мы не объединяем народ, мы не ищем народ внутри самой России. На самом деле, я считаю, что потенциал мусульманского Кавказа, он очень велик в плане протестов и в плане развала этой империи. И сейчас я понимаю, что возможно, никто не хочет, ну, понимаете, так или иначе все выступают поодиночке. Ингуши выступили поодиночке, всех пересадили. Там чеченцы выступали поодиночке, ну, в смысле, как республика, я имею в виду, была чеченская война. То есть каким-то образом надо вот все такие какие-то непримиримые моменты, чтобы ушли на второй план. И я надеюсь, что... Дело в том, что... да, окей, ладно, я расскажу об этом. Мой дядька, он жил в Москве, и он был мусульманин, и он издавал газету, и он считал следующее, что в России и так уже численность мусульманского населения
больше, чем численность, то, что они называют коренным, правильно? И тем не менее постоянно притесняются все люди, все национальности постоянно притесняются. И это продолжается и продолжается и продолжается по одной причине, что они не могут объединиться. И вот это вот самое главное, что я хотела сегодня сказать. А там какие-то по мелочи насчет того, что наша авиация не сбивала. Мы уже сбивали российскую авиацию над Донбассом, когда они военными самолетами заходили. И именно вы думаете, почему Россия перестала применять авиацию вообще в этом конфликте на Донбассе? Не потому, что они просто экономят свою авиацию, потому что когда мы их сбили несколько раз, они подсчитали, это большие денежки, каждый самолет это миллионы. И поэтому, уважаемый Land Vision, вы не правы, мы уже сбивали русскую авиацию, мы украинскими кольчугами сбивали ее над Грузией во время грузинской войны, и мы сбивали ее на Донбассе во время вот более последних событий, да, поэтому то, что вы говорите, это не так. Кроме того, я еще хотела сказать насчет богатств в России, но об этом уже отлично сказала два спикера до меня, поэтому я не буду занимать время. Вот что я хотела сказать. Надо перестать быть объектом всем нам, и Украине, и чеченцам, и ингушам. Кстати, вот по поводу ингушей и участия кадыровцев, есть некий Груз-200 список у Елены Васильевой на сайте, кто погиб, да, вот, и я специально искала, я нашла в этом списке всего одного ингуша, и ингуши мне сказали, мы не едем туда вообще ни под какую гайку, мы туда категорически не едем, кто бы нас туда не посылал, а кадыровцы в этом списке гораздо больше, вот о чем стоит подумать, как бы, кадыровцам, которые там стоят, да, и почитать, например, на том же самом сайте «Новой газеты», сколько было кадыровцев вывезено КАМАЗами грузом 200 из-под Донецкого аэропорта. Ну вот это вот у меня все. Спасибо. Спасибо. Вот я бы тоже сделал небольшую ремарку по поводу вот кадыровцев. На самом деле это для нас это не красит. Мы чувствуем свою вину перед украинцами за это. Но в оправдание себе могу сказать, оправдание нас, могу сказать, что мы народ, который находится в полной оккупации, и от нас фактически ничего не зависит. Весь мир отвернулся от нас, фактически содействовал геноциду против нас, поэтому нам даже ту молодежь, которая сейчас в рядах российской армии, ее очень трудно ей объяснить и сказать, что это не наше дело участвовать, так как они непосредственно участвуют в подавлении, сопротивлении именно самих нас они участвуют. Поэтому они уже как бы находятся на темной стороне. Ну ладно, это была небольшая ремарка. Land Vision, тебе слово. Спасибо, Аслан. Сразу насчет ошибки моей, да, это не Воронежская область была, я ошибся, это Саратовская область была, это было пару лет назад, я видел, там очень много самолетов, это стратегический аэродром. Позже я узнал, что это Су-27, Су-30 преимущественно, и Су-27М, которые сейчас модификация, такой самые боевые. Их много, и ржавые, не ржавые, они бьют страшно. Отвечая Жене, я бесконечно сочувствую украинскому народу, я очень близко к Украине, у меня очень много друзей в Киеве по работе, я прекрасно знаю, что происходит там, не в полном, не огромный срез населения, но у меня есть знакомые, это прекрасные люди, я знаю, какое там настроение, я знаю про кольчуги, я знаю, что вы сбивали, я не говорил, что украинцы не сбивали, я говорил, что НАТО не сбивало. Я сказал, что я могу ошибиться, но я не говорил про Украину, так что это не ко мне. И полностью согласен с Асланом. Сегодня требовать от чеченского народа, я даже более жестче скажу, немного лицемерно, потому что чеченцы являются узниками концлагеря. Мы не можем сегодня ничем кому-то помочь, участвовать в какой-то политике, геополитике. Мы сегодня не можем отвечать за свои души, то есть мы сегодня не отвечаем за свои тела. Так что помочь мы, к сожалению, никому ничем не можем. Только, естественно, такие люди, как Аслан Акцоев, наше правительство в изгнании, кабинет министров и те 300 тысяч с лишним человек, которые находятся на территории там, Европейского Союза, там, Штатов,
Катара и других дальневосточных стран, они могут, но те чеченцы, которые находятся на территории России, ничем не могут никому помочь. Мы не можем помочь себе, а уж тем более вам. Так что я сочувствую вам бесконечно, я полностью на вашей стороне. И слава Украине! Что еще могу сказать? Спасибо. Так, спасибо, да, Альви, тебе слово. Я чисто ремарку хочу сделать. Это очень сомнительно, что украинцы сбивали российские самолеты, тем более Кольчуга. Кольчуга – это комплекс радиотехнической разведки, который в Донецке производился. Потом завод этот Россия украла и после оккупации к себе куда-то перетащила на территорию вот, глубинной. Поэтому ничего там сбито не было. Добавок из Крыма регулярно вертолеты российские нарушают воздушное пространство России, не воздушное пространство Украины, и их тоже не сбивают. То есть там есть много более сложное. Именно потому, что Украина в данный момент ведет себя как объект. Поэтому, кстати, и насчет этого Джейни права. Они действительно ведут себя как объекты. Нужно было готовиться, скажем так, к войне возмездия. Путин прекрасно знает, что нет у Украины оружия возмездия, поэтому так и издевается. Чисто по этому поводу хотел поправить, а так слава Украине. Героям слава. Да, Ибрагим, пожалуйста. Я бы тоже хотел к украинцам обратиться. Не дай Бог, Украина падет. Аминь. Не дай Бог. Вот, не дай Бог, если вот это произойдет, я надеюсь, что это никогда не произойдет, но если бы вот произошло бы такое, то завтра украинцев в качестве кадыровцев шли бы уже на Балтийские страны и так далее. Вот белорусы сегодня тоже уже кадыровцами стали. Да? Потому что Лукашенко... Вот и в Крыму стали, Ибраим, извини, и в Крыму стали, и в Донецке, и в Луганске, и те же самые кадыровцы, те же самые люди, которые служат вот этой фашистской России. Вот одна часть меня хотела бы, да, чтобы русские как бы прошли бы вот сюда дальше бы, на Запад. Чтобы вот эти, я не знаю, не хочу просто грубо, грязными словами бросать, вот эти вот политики грязные, которые здесь на Западе заигрывают с Россией, чтобы сами как бы на собственной, как говорится, шкуре почувствовали, что такое Россия, как это вот быть, как вот наши гости, как она правильно высказалась, мы ждем или как мы жертвуем. Вот типа того. Вот ощутить себя такими. А вот вменяемая часть меня понимает, что если Россия пройдется по Украине, да, то это уже может быть вот этот мир, да, который мы знаем сегодня, он уже не будет таким. Да, слава Украине. Героям слава. Да, Саша, пожалуйста. Я бы тоже хотел пару ремарочек ставить по поводу того, что не сбивались самолеты. По крайней мере, сбили один самолет, я, по-моему, здесь говорил один раз уже, рейсовый самолет Новосибирск, Тель-Авив, по-моему, над Черным морем, когда Украина проводила противовоздушные... Нет, можно я расскажу про этот самолет? Я знаю израильский самолет. Нет, мы провели расследование, было перехвачено управление, оказалась ракета в зоне действия рэбов русских. Мы же проводили расследование, было напечатано об этом. Это Россия сбила этот самолет? Да, это Россия приписывался тогда. Было расследование. Хорошо, да, я это знаю. В общем, это вы понимаете, я хочу как-то бы разбавить наше общение. И я лично читал аргументы и факты того времени, что именно
информация передавала, что этот самолет не был сбит украинскими воздушно-повітряные силы. И передавала, что это из чеченских лесов чеченцы запустили ракету и сбили. На что чеченская сторона и ичкерийская сторона ответила, что, к сожалению, мы не сбивали этот самолет, но тем не менее хотели бы, чтобы украинская сторона проводила свои противовоздушные учения именно на тот момент, когда над ее территорией будет пролетать самолет президента Российской Федерации на какую-то европейскую какое-то государство, на какой-то саммит или там на какую-то встречу. И чеченская сторона выразила свою надежду, что именно тогда они начнут свои учения. Вот. И второе, потом этот лайнер, малазийский лайнер тоже сбили. Так что это я как бы, чтобы разбавить, вам сказал. Кто сбил малазийский лайнер? Да, но это же, я же почему это говорю? Это русская сторона, российские эти сбивали эти самолеты. Это, во-первых. Ну и по поводу того, что объекты, быть объектами, вы правильно очень сказали. Но когда мы попытались сделать, не попытались, мы уже сделались объектами, но нам ни одно государство в мире даже не выразило свою поддержку, посчитав внутренним делом российско-чеченскую войну, внутренним делом России. Вот когда в тот момент, когда мы пытались стать объектом, нам никто не помог. Но надеюсь, что слова Джохара Мусаевича Дудаева, основоположника Чеченской Республики, чеченского государства, то, что он сказал на то, что свобода и независимость – это слишком дорогая вещь, чтобы получить ее дешевым путем, чтобы достичь его дешевым путем. Вот хотелось бы, чтобы люди думали и знали эти вещи. Спасибо. Спасибо, Саша. Хамза, тебе слово. Я, наверное, тоже хочу сказать, обратиться к украинцам. У нас здесь в Австрии в нескольких городах проходят тоже акции в поддержку Украины. Будут 19-го в Граце, в Вене и тому подобное. Что касательно чеченцев, которые выступали на стороне Кадырова, то в сущности удивляться нечего, потому что они воевали также и против нас, и убивали нас, мы их убивали. И здесь такая ситуация. Так что удивляться этому тоже не стоит. Только можно сказать спасибо за то, что предатели уничтожили Украину и все. Поэтому так насчет Ту-160 и Ту-95С базируются на аэродроме Энгельса. Там я не нашел информации по истребителям, о которых говорили. Ну все. Баркал, Line Vision. Я очень важный момент забыл откомментировать. Вот Али, я хочу ответить. Он сказал вскользь, что нас Россия включила в свой состав, вписав в Конституцию, и да, это правда. И НАТО не имело права там ничего сбивать, американцы ничего не имели права сделать. Нет, они могли, они имели как моральное право, так и все права нам помогать. Но они нам не помогли Турции, нам не помогла ни одна дальневосточная страна, ни одна мусульманская страна. Они все имели полное право помогать, сбивать, поставлять оружие, стингеры, которые тогда существовали, которые были у нас. Вот Аргно и Ибрагим, наверное, эти люди помнят, когда покупали очень дорогие стингеры из Турции. Одну ракету выпускали, по тепловому следу ракеты они выпускали отводящие, и вторую ракету с другой стороны выпускали, и так сбивали один самолет. И эти стингеры стоили очень дорого, это были одноразовые. Что касается... Ираке мы купили, я тебе добавлю. В Ираке мы купили стингеры, и они нас вообще обманули, они были без бойков. И я слышал про это. Да. Я к тому, что
Это было дорого. Теперь касаемо этого момента. Весь мир имел право. Аслан не даст мне соврать. Аслан знает это хорошо, да и вы все тоже это знаете. Мы были государством раньше, чем Россия стала государством. У нас была конституция, у нас был все ветви власти, государство было. И они нагло включают нас в свою конституцию. Не была, а есть, Леонид. Да, оккупированное государство есть, существует. Оговорился, извините. Они включают нас в свою конституцию. И если это для Запада, для всего мира, это аргумент, то есть если их международное право и их вот такая вот эти медальки демократов, которые на себя навешивают, если вот так избирательно они к этому подходят, то грош цена этому международному праву, грош цена этим законам, грош цены вообще всем этому коллективному Западу. Я прекрасно отношусь к Западу, но просто говорю, что есть, я реалист. Что же я еще хотел сказать? Насчет опять истребителей. Я в детстве помню, когда маленькую историю расскажу. Я не хочу занимать время, но хочу ее рассказать. Я родился в Грозном под бомбами. И роддом, в котором я сидел, по какой-то невероятной случайности моя мать уехала в Новые Таги, ее забрали родные, я должен был остаться еще неделю там. Роддом взорвали в ту ночь. То есть меня вообще не должно существовать. Это такой интересный факт. Во-вторых, я очень не желаю украинцам услышать звук. Я не эксперт, но я знаю примерно высокочастотного двигателя вот этих российских самолетов над своей головой, потому что он пронизывает до костей. Мы жили в Мичуринском, в Грозном, Мичурин поселок. Я его слышал, я его помню. Так что одно дело сбить какой-то вшивый истребитель где-то, вы поймите нас, и меня в данном случае, я от себя говорю, мы не пытаемся как-то кого-то принизить. Но когда полетят, а если 100 истребителей пролетит, а если будут квадратные бомбардировки, как в Чечне, в Ичкерии, а если 200 прилетит, а 500 если прилетит, а 1000 если прилетит, они есть сегодня, реально, они есть, истребители существуют. Ну тогда что будет? Русские в небе недосягаемы. Это факт. Это мое мнение. Может, это субъективное мнение, может, я не прав. Но и не только лично мое мнение, куча военных экспертов есть, очень много политических диссидентов и людей, которые разбираются и с хорошей репутацией, которые говорят то же самое. У русских очень большой потенциал. У них много истребителей. Вот эти Су-27М модифицированные, самые такие боевые, их много. Они могут много бед натворить. И у нас они их натворили, хотя тогда не было Су-27М, я не знаю. Просто Су-27 были. Это сейчас, наверное, появились. Но Альви меня сейчас поправит, наверное. И я сейчас уже ухожу. Аслан, ты поздно делаешь эти стримы, хотя у вас в Германии там намного раньше, на час вперед, назад, точнее, идет. У нас уже час 27, Цундер. Я всех благодарю. Спасибо, что дали выступить. Спасибо, что вы все есть. Мы все единомышленники. Я очень сильно голосую за интервью с Аргно, вот с этим Вокстагиц. Он очень много чего знает. Я сам, пожалуйста, сделай. Мне очень такие интервью нравятся. Ты знаешь, я охочусь за историей. И очень мало историй как-то структурированы. Так что я надеюсь, что вы сделаете такую передачу. Дейл Рейскуль, я еще послушаю. Если кто-то что-то ответит, отвечу. Если нет, то тихо удалюсь. Всем спасибо, до свидания. Все, Баркал, Дейл Рейскуль. Да, Альви? Дирия Скилхау Blind Vision. Нам правда он мастер-классе есть. Ты нуждаешься в мастер-классе по авиации. Но ты хорошо говоришь. Я не буду тебя поправлять по техническим вопросам. Все-таки это не играет значения. Но все-таки сильно преувеличиваешь ты возможности российской авиации. Там 500 самолетов вместе, это такое вообще нереально. Нереально, но оставим эти, короче, мелкие вещи. За то, что ты так, тем более ты в таком возрасте, положение. Я немножко на чеченском скажу эти слова. Так, все, я технический грех я больше не буду разбирать. Я думаю, нужно поддерживать молодежь нашу, Альви. Да, с моей стороны это неправильно будет.
Да, и чтобы загладить вот то, что вижу, он сказал, потому что сейчас такая ситуация, что в Украине может начаться война, когда перед началом Первой войны у меня вообще ужас вселяли, самолеты, танки, и там Джахар выступает по телевидению, у нас еще свет тогда был, еще не отключили, и начали бомбить нас сильно. И Джахар говорит: слушайте, говорит, войны выигрывают солдат и дух. Я говорю: что такое самолет? Он говорит: полетел, кинул бомбу, улетел. Что такое танк? Взял, говорит, поджег его, он загорелся, как спичечный коробок. Поэтому вот такой позитивчик я несу. Да, слишком ура-патриотический. Шапка перья в воздухе полетели, встретимся на земле, варится. Шапка закидательский, настроенческий. Это плохо. Современная авиация сильно отличается от того, что тогда было. И там совсем другой калинкор сейчас в России. Нынешней войне я не советовал бы против авиации действовать. Они хорошо сейчас очень... Благодаря тому, что технологии у Запада покупали, хорошо свою авиацию, скажем так, апдейт сделали, апгрейдили вот эти русские. Поэтому того, что тогда было, это там, небо и земля. Это просто чистая ремарка. Ибрахим, я тебя прервал, говори. Я тоже хотел чуть-чуть подправить Лайм Вишам, хотя абсолютно респектирую его выступление полностью, его мысли, как он правильно вообще думает. Но вот насчет вот этой авиации, о ее какой-то сверхсиле я бы так бы не говорил бы тоже, потому что вот я бы тоже, например, сейчас бы с вами не сидел бы, 50-100 раз не сидел бы, не говорил, если бы там у них такая точная авиация была, высокоточная. Не только я, многие еще. Чем они только там не кидали у нас, не пуляли. Да, я тоже не сидел бы. Подтверждаю, Ибрахим, твое. Но в Украине есть чем эту авиацию встретить. Советскую авиацию они могут позбивать. Там это разговор даже нет. Там много С-300, там много букв, там этих стрел десятых. Советскую авиацию они конкретно могут пощипать. А если там их американцы поддержат, то там разговора нет. Это Путин отлично знает. Это вот натовскую авиацию им проблемно было бы совладать. А с советской авиацией там на ФПР хорошая, на радаре ее издалека видно, тем более предупреждая, там аваксы летают, обмениваются информацией с украинскими ПВОшными. Там главное узнать, где находится самолет. Вот это проблема. А это как раз там решается американцами, развединформация. Так что там не все радужно для этих русских. Там только ракетный удар у них. Да. Как козырь, и все. Согласен. Никакой авиации они там украинцев сломать не могут. Вообще, я не знаю, авиация, вот как она себя вела, если вы помните, вот эти отводящие кольца, вот их вся задача не бомбежка, чего, главное вот это скинуть, что у них там бомбы были там на борту. Куда попало, вот они их кидали, и чтобы улететь побыстрее. И вот эти кольца, с учетом того, что у нас не было вообще оружия против этого. Хотя там с автоматов, с ружей, со всего подряд в них стреляли. Так что тоже вот в этом плане такое себе. Да, и я добавлю просто. Вот. Мы люди, просто ремарку небольшую, мы люди старой формации, все и часто употребляем неправильное ударение в слове «Украина», «украинцы». Надо всегда «и» ставить. И как по старой привычке, чтобы не обижать украинцев, наших друзей, не судите строго, если что, по этому поводу. И здесь мы выступаем такими экспертами, в некоторых аспектах мы даже вот как-то осуждаем, не осуждаем, а как поучаем украинцев. Вы очень хорошо сами знаете ситуацию на местах. У вас есть армия, есть настроение хорошее, вы мотивированы. И мы просто высказываем наше видение. К этому тоже относитесь с пониманием. Мы диванные эксперты, Хамзат. Группа диванных экспертов.
Не согласен. Тут есть люди, которые много что видели. И вот Аргно, и Альви, и Ибрагим, я слышал про Ибрагима, и он участвовал в этих процессах. Так что я бы не сказал, диванный эксперт, скорее всего, я. У вас, вы свидетели этих событий. Но у меня есть отец, который тоже свидетель этих событий и участник в некоторой роде. Поэтому у меня есть у кого спрашивать. Так что... Line Vision. Я не к тому, что мы плохие эксперты. Мы диванные, потому что на диване сидим сейчас. Когда мы проводим параллели с Украиной, там, и Чечней, ну, это, извините, но это чуть-чуть смешно выходит, потому что Украина все-таки 40-миллионное государство, которое 30 лет худо-бедно развивалось и имеет какой-то ресурс, имеет армию, и, ну, совсем другой уровень. Поэтому здесь какие-то параллели, ну, с натяжкой можно делать. Я вынужден вклиниться, Айтхамзат, вот то, что ты сказал. Да, параллели, коннотации вот именно в этом ключе неуместно, но сравнивать войну, которой еще по факту не было, еще если сравнивать с чеченскими войнами, русско-чеченскими, это еще не война. То, что у нас был именно в плане войны, сравнивать вообще нельзя. Им предстоит это. Я надеюсь, этого не будет. Но сравнивать с точки зрения, сейчас многие военные эксперты, многие русские псевдолибералы, откровенные фашисты, вот, позволяют себе сравнивать это с чеченскими, вот, русско-чеченскими войнами. Нельзя сравнивать то, что происходит в Украине, и то, что было у нас. Это разные вещи. И факт того, что у них 40 миллионов наций, и у них оружие, это в нашу сторону играет. Line Vision, я согласен полностью с тобой. И резюмируя, я вот что хотел бы сказать. Россия всю свою внутреннюю политику всегда опробировала на чеченцах. Это не забывайте. Любое, что бы она ни предвидела делать у себя, она опробировала, проводила эксперименты на чеченцах. Россия, как таковая, в 90-х годах ее армию, можно сказать, и не существовало. И если бы мы хотели тогда захватить Россию, я вам говорю, в 92 году, то когда она напала на Ингушетию, этот период у нас была возможность дойти до Москвы. Вот такая была Россия. В сегодняшний день она вооружилась. Она, как сказал Чубайс, встала с колен. В сегодняшний день, то, что у границ, если будет война с Украиной, можно считать, что это будет начало действительно реальной третьей войны. Хотя она уже, как объявлена, террористическая, давно уже идет. С момента объявления террористической, это третья война. Но реально, которая начнется, вот живой, тот период, когда противостояние Америки, Советского Союза обменом атомных бомб, вот этот вариант сейчас будет реализован. Тот период, когда... Да, вот сейчас будет война именно по уничтожению того бывшего Советского Союза. То есть НАТО не останется в стороне. Хотя бы потому, что подписанты это Будапешт, они были гарантами сохранности территориальной ценности Украины. Так? И они знают, что Россия уже у порога этого, она уже не остановится. Поэтому все Европа и Америка здесь активно вступили в вот этот процесс предотвращения этой войны. Понимаете? Здесь не надо быть экспертом оружия. Будет Украина. Нет, Украина одна не останется. Весь мир уже понимает, что это именно порог третьей войны. Это тот самый Карибский кризис, который был на Кубе. Нажать или не нажать? Вот такая ситуация. Баркал Масана. Line Vision, Баркал Хонд. Сорезуа, Дичин Масоман, будет Ахирн. Баркал. Дейл Ресхоль. Завязывай. Я хочу немного, вы должны пользу этого стрима извлечь для Украины и дать им несколько советов нам, потому что, да, это разные войны будут, если, не дай бог, все-таки Путин полной мощью
двинется на Украину, это будет все-таки другая война. Это разные войны. Мы не можем прямые аналогии проводить с этими. Потому что здесь будет железо на железо и много всего этого. Это битва армий. Мы же все-таки, да, вели это фронтальные сражения, не имея ни авиации, ни бронетехники, ни артиллерии. Вот чудом просто вели фронтальные сражения, но это было все-таки эпизоды. В основном партизанская война была. Партизанские рейды, штурмы, там, удары там, неожиданные, ночные там, переходы. Это все-таки по сравнению с тем, что будет в Украине, это другого плана война совершенно. Там война – это больших армий и большого количества железа. Это технологическая война даже будет, если. Но можно все-таки украинцам какие-то советы давать, потому что мы все-таки знаем, что ожидать от русских в плане вот этого бесчестности, скажем так. Они бомбят все, что есть. То есть не рассчитывайте, что они там каких-то беженцев не будут трогать, там какие-то там города не будут бомбить только потому, что это города, электростанции не будут бомбить, или там вокзал не будет, больницы не будет. Они будут бомбить все, что движется, все, что вам может нанести вред, они попытаются нанести. Если вы, скажем так, не верите мне как очевидцу из-за того, что они на нас все, что испытал на себе их бомбежки, артудары и танковые атаки, вы можете посмотреть, что творилось в Сирии. Вот эти бомбежки Алеппо. Раньше, в мое время, вот, не было вот этих телефонов, чтобы зафиксировать, но в Алеппо были телефоны, и там можно было увидеть, чем они там занимаются. Россия использует метод, который давно уже отказались все цивилизованные страны, скажем так. Метод Второй мировой войны, когда население противника бомбится, специально бомбится, убивается, чтобы лишить вот это волю к сопротивлению. То есть терроризируется население, именно намеренно убивается. Вот Путин будет делать то же самое. Что он делал у нас, что он делает в Сирии, он будет попытается терроризировать украинское население бомбежками или ракетными ударами, то есть по инфраструктуре. Потому что это бессмысленно по рассредоточенным этим военнослужащим там, пытаться их попасть. Это нереально. А вот именно по населению, чтобы там Зеленский вскочил и подписал капитуляцию, там, вот это будет именно тип вот такой войны будет. Они будут использовать украинское население как фактор давления, то есть ну, как заложников. Да. Мы столько-то заложников расстреляем, если вы не выполните наши требования, мы расстреляем еще. Вот то же самое они у нас творили во Вторую войну. Скажем так, частично в Первую, а во Вторую это был тотальный геноцид, скажем так, тотальное запугивание населения, тотальный террор, да, вот наиболее подходящее. Вас ждет тотальный террор российской авиации и российскими арт-дивизионами и всей российской армией. Они будут вас пытаться терроризировать. Вот это имейте в виду. Какие-то советы там, технические, я не знаю, это уже вне нашей, по-моему, темы. Если у кого еще есть что сказать. Да, есть. Давай. Да, сейчас. Хусейн зашел. Хусейник. Хусейн, ассаламу алейкум. Сюрли бюсти кёль. Мы тебя заждались. Валейкум ассалам. Асан. Все остальные, добрый вечер, дорогие друзья. Я немножко опоздал сегодня. Только что пришел домой. Извиняюсь за опоздание. У нас была очень интересная дискуссия, Хусейн. Очень интересно, мне кажется, сегодня было общение. Ну, я чуть-чуть там вот по дороге в машине успел посмотреть, подключиться. Не смог, там в машине я ехал и так слушал немного. Тема Украина, война. Так думаю, да, война на непримиримых. Слава Украине. Ну, Украина сегодня стоит вот реально на грани войны, просто на грани. То, что политики говорят, там будет, не будет война,
Я вот уверен на 1000%, что будет война, что Россия вторгнется там с какой-то стороны, ну, может быть, на Киев не пойдет, но какой-то новый ЛНР, ДНР сделает, да, там где-то им нужна дорога в Крым, обязательно водопровод нужен, все такое, вода нужна, сухопутная дорога нужна, там много чего стоит на этом, ну, вот, месте, да, где им надо пробить брешь какую-то. То, что они 2004, после 2004 года не смогли сразу сделать, потому что украинская армия в аэропорту и в Луганске, Донецке оказала очень хорошее, серьезное сопротивление. И, к сожалению, из-за предательства командования был вот этот котел, который там сделали. К сожалению, большому, очень много людей погибло, украинских воинов, которые могли бы в другом случае, наступая, например, победить и не погибнуть в таком количестве. Тоже отступление не всегда бывает оправданным. Поэтому здесь вот для Украины сегодня надо готовиться просто к партизанской войне. Самое основное, мелкими группами, как это делали чеченцы. Там армия будет делать свое дело, армия не всегда может сдерживать фронт. Если будет прорван фронт, то надо будет действовать уже в тылу у врага. Это уже должны быть партизаны, тем более, что украинцам намного это будет сделать легче. Вот у вас огромная выгода в том, что вы вот похожи друг на друга, ну, так физически, скажем, лицо, там, цвет волос и так далее, похожи, ну, как на русских. И это здорово, можно всегда врага ввести в заблуждение при нормальном разговоре, при хорошем русском языке, например, без акцента, без ничего, можно очень здорово их обмануть. Поэтому этот метод надо всегда учитывать и как бы не ждать и пытаться не воевать на своей территории все время, да, потому что вот, когда воюешь на своей территории, страдает твой народ. А когда войну выносишь на территорию врага, тогда уже партизанские методы имеется в виду, тогда уже и народ нападающий проявляет ну, как бы недовольство. Россия, как мы видим, вот даже на нашем примере, на русско-чеченских войнах, как правило, начинает войну зимой. Для чего это делается? Для того, чтобы население испытывало наибольшую тягость, да, какую-то тяготу, чтобы население было подавлено, там нету света, да, разрушат коммуникации, света нет. Сломить население, да? Сломить просто. Не то чтобы сломить, оно должно тогда, знаешь, вот оно должно противостоять своему правительству, должно выразить против, ну не против врага, да, а сказать, вот если бы вы там, как у нас сейчас и Кадыров говорит, если мы сами виноваты в том, что мы русские на нас напали, да, если бы мы сидели бы тихо и ничего бы не делали, то тогда, может быть, они бы и не напали. То есть Казахстан нас когда выслали, он говорит, ну мы сами виноваты, что нас Казахстан в 1944 году выслали. Ну вот такая вот позиция, это чисто русская позиция, это не наша позиция. И поэтому в данном случае вот по Украине, если народ, как вот Бандера говорил, если народ между хлебом и свободой выбирает хлеб, то в конечном итоге он теряет и хлеб, и свободу. Поэтому народ должен, как вот на чеченцах, опять на чеченцах вы видите, да, должен бороться за свою свободу, не жалея как бы живота, что ли, своего, образно говоря. Потому что это не только нас касается сегодня живущих, да, это касается нашего потомства, наших детей, что мы им отдадим. Дадим мы им возможность жить в цивилизованном мире или вот в русском стойле, да, вот выбор. Сегодня вы видите, какая ситуация, ну, кто наблюдает в Чеченской республике, что происходит. Вот из свободной, независимой республики, ну, государства и свободного, за короткое время, видите, народ, ну, какая-то часть народа превратили в стадо, натуральным образом превратили в стадо. Но это близкие родственники, там, вот эти властимущих.
А те, кто зависит от них, там, по работе, еще как-то, люди не могут заработать ничего, и поэтому не хотят терять работу, вынуждены выходить на эти демонстрации. Хотя они никогда, даже в советское время, чеченцы не ходили на эти советские демонстрации, очень мало кто ходил. Вот эти методы они используют. И когда, знаете, зимой начнется война, потом начинается вот нету света, газа, не на чем готовить, негде спать, там дома, может быть, разрушены и так далее, и так далее. То есть это страшные издевательства, страшные, ну, какие-то муки для этого населения, да, которые не каждый даже может выдержать. Вот это надо тоже предугадывать, если, например, я бы посоветовал мирному населению, да, уже городскому населению, потихоньку там мастерить какие-то буржуйки, да, на такой черный день. В вашем положении оно не помешает никому для городских жителей, потому что в деревне можно как-то выжить, там деревья, печку, что-нибудь сделать, но в городах это очень сложно будет выжить. И даже если вы опуститесь во время бомбежек в подвал, то в подвале бывает очень холодно. Это любой чеченец вам скажет. Холодно, и там нечем обогреть это помещение, ни на чем готовить и так далее, и так далее. То есть, вот продукты первой необходимости, вода, печка, там, дрова, все это должно быть в наше время наготове. Вот примерно так я бы коротко остановился на этом. Баркалдери, Ибраим, тебе слово. Я просто хочу не согласиться, что нельзя, не как бы дискутировать, а вот просто вот это вот здесь и была тема, что нельзя проводить параллели между нашей войной и украинской. Чем вот может, как бы, что они против нас не применяли, по-вашему? Все применяли, например, все запрещенное они применяли. Во время Второй войны я просто тогда не знал, и фосфор там был, я своими глазами видел. Все запрещенное, да. Да, как они пуляют. Я думал, это, знаешь, днем, когда они просто, уже когда город был в осаде, столица Чеченской Республики, Ичкерия, и они захватили уже потихоньку, продвигаясь вот эти господствующие высоты по всему периметру. И вот в это время просто, я не знаю, десятки тысяч всех чечен они только не пуляли сюда. И не то, что даже химическое оружие было применено, я сам вот этот запах чувствовал. То есть, я не знаю, не в таком большом количестве, видимо, потому что никто от этого не пострадал, но оно было применено, даже в небе красного цвета были облака, короче, и полностью, короче, там все, что только там не было применено ими. А вот что могут в Украине применить такого? Вот ядерное оружие единственное, да, что они могли бы применить. Но применив это, они, короче, их самих заплюют, короче, этим со всех сторон. Ну вот единственное, что могли бы они применить, что у нас не применили, это ядерное оружие. Остальные все методы, террористические методы войны, все они полностью применили. Вот здесь пишут, что они первым начинают бомбить. Первым они начинают бомбить гражданских. Запугать. Это как Хусейн, да, это как Хусейн говорил, чтобы создать панику, чтобы начали говорить, не надо было воевать, надо остановиться. Вот да. Роддома, рынки, школы, больницы, мечети, скопление людей. Да, это да. Первое, куда они наносят удар. Обе войны также они с нами воевали. Да, вот у нас во Вторую войну, да, когда они нанесли вот этот удар полностью по городу, по роддомам, да, по роддому, по рынку и так далее. Вот это их не первые, как бы, точки, куда они наносят обычно удары. Ну, не знаю, вот применяя все вот это вот,
как бы если по логике там нас, наверное, должны были перекромсать всех, но это такого высокоточечного у них нету там. Вот это я хочу сказать. Потому что вот эти бомбы, Нету. сколько они не пуляли с этих самолетов, просто вправо, влево, вот у нас здание укрепления, да, например, многоэтажки. И сюда они вот такие котлованы там понаделали, не могут в это здание попасть. Потому что они сами просто летчики, там же тоже летчик какой-то сидит, хоть он выпил, хоть он не выпил, короче, хоть он что. Просто вот эти вот, как я говорил, отводящие вот эти кольца они кидали. Им главное было выпульнуть вот это все и улететь побыстрее оттуда. Кто это видел, тот же знает. И в то время, вот помните, были вот эти вот, там если русские хотели, они бы сделали бы из самолетов полностью как бы крышу над нами, туда-сюда. А что они? Крышу из самолетов не получается, потому что авиация, она должна разворот делать, они должны долбить более эффективно, это вот как они по 2-3 самолета гоняли там по всем городам и селам. Так что такого вот я просто хотел покритиковать. Все, что могли они, и все, что они сегодня смогут применить, они применили на нас. И больше даже этого. Потому что сейчас на Украину весь мир будет смотреть, а мы тогда были полностью всем миром отрезаны от всего мира, ни журналистов, никто не мог, короче, освещать происходящее. Поэтому вот эта террористическая война, вот эти захваты заложников, захваты сел целых, сегодня даже это есть все в интернете там. И то, несмотря на то, что у нас была блокада вот эта информационная, несмотря на это, еще все-таки прорвалась вот эта информация. И эти захваты заложников, захваты, короче, там целых сел, эти как бы доказательства, факты существуют. Просто вот это я хотел как бы сказать здесь. Minūten, Aslan, intervālā, savā minūten. Ibrahim, именно об Боросом со времен Второй мировой войны самая страшная война — это Первая русско-чеченская, Вторая русско-чеченская. Война полномасштабная, страшная. И я говорил, что такой войны в Украине пока не было. Это можно даже сравнить с каким-то локальным конфликтом. Бескровно они взяли Крым, Донбасс, Луганск из-за предательства. И я говорил, что нельзя это сравнивать с нашими полномасштабными войнами. Так что ты неправильно понял. Я именно то, что ты говоришь, это имел в виду. Ты просто на себя все тянешь. Например, Али здесь об этом говорил. И еще кто-то сказал, я поэтому сказал. Не совсем правильно понял ты, Ибрахим, что я имел в виду. Когда я говорю, что не тот тип войны, я не говорю, что там, русские там, мало на нас экспериментов провели. Я имею в виду, что там столкновение армии против армии. Не наших партизан против них. И что это подразумевает, когда две армии сталкиваются? Вот, например, украинская армия, там у них танковый взвод, например, танковая рота, танковый батальон. И у русских танковых батальонов. Вот этому танковому батальону ему нужна логистика, снабжение топлива. Если бензоводы разбомбятся, все, это мертвое железо. То есть там это другой тип войны. Или по штабу нанесут удар, управление теряется, все это превращается в разброд. Вот такой тип войны имеется в виду, когда ты у противника должен уничтожить его штабы, его железо. А русские, когда с нами воевали, у нас не было никаких крупных целей вот для таких дел. У нас не было каких-то там тыла, которые они могли бомбить, штабов там или вот этих игиловских штабов с ишаками, которые они там калибрами в Сирии бомбили или чего-то еще. Даже имитировать ничего не могли, хотя по новостям все время объявляли, что вот нанесено по пункту управления боевиков такие-то удары, такие-то, это все. Конечно, гон был. Конечно, это был террор. Они применили все, что они могли. Даже, мне кажется, и тактическое ядерное оружие применили бы, если да, могли бы. Я имею в виду не это. Я имею в виду, что когда идет война армии с армией, там совершенно другой
как английский говорят, outcome, короче, выход этой ситуации. Вот если они разбомбят, скажем так, украинские штабы, украинские, вот это, где топливо они собрались, или склад с оружием, это меняет ситуацию. У нас они просто население убивали и гоняться за каждым боевиком с бомбами и авиацией они не могли. Это партизанский тип войны, это совершенно другой. Я это имел в виду, а не то, что они там не постоянно же у нас партизанская война. У нас были фронталь, я об этом сказал, что у нас даже фронт держали без всякой авиации и с окопами. Я помню, войски как это. Только партизанская у нас началась, во Вторую войну у нас партизанская началась уже в 2001, вот так. Да, фронт держали, но у нас не было танковых соединений, топливных складов, вот этих оружейных этих арсеналов, которые русские могли бомбить там, или вот этих колонн, двигающих на технике. В том-то и дело, что это был минус, что у нас не было такого потенциала. Да, я это говорю, что мы я просто вот представляю вот этих вот летчиков, да, которые там прилетел там, наверное, с этими шарами на лбу, скинул вот это свой арсенал, да, и как они срывались, вот, наверное, он там думал, что там 1000 у каждого стингер там за пазухой, я знаю. Я не об этом говорю. Наверное, сам, я просто сейчас по-другому чуть. Наверное, сам там думал, что человек 1000 он уже забомбил там, короче, и начинает срываться оттуда. Мы прикололись. Вот такое было. Ты же тоже свидетель. Да. Я имел в виду, с Украиной им нужно, вот это будет именно, они будут пытаться сломать их армию. Там потом, конечно, они, как у нашей, от партизан получат люлей. Но вот это, поначалу там будет рубка именно армии и попытка выбить технику друг друга. Это не наш тип войны, который с нами был, я имею в виду. Я не говорю, что она менее кровавая была или не такая крутая была. И наоборот, это когда партизаны с железом воюют, причем фронт держит неделями, месяцами. Это и заслуживает уважения. Я не об этом говорю. Я имел в виду именно, что у украинцев, пока у них есть вот техническая армия с техникой, у них совсем другой тип войны будет поначалу. Если они, конечно, выдержат первый удар, не выдержат первый удар. У Украины огромный потенциал. Да, там совсем другой тип войны. За Украиной стоит весь Запад. Да, понятно, разговора нету. Да. Необходимости у них будут и дроны, и что угодно. Потому что Украина это как бы вот линия фронта Запада. Если она прорвется, Запад прекрасно понимает, что... Да, я это имел в виду чисто технически. Потому что у украинцев тоже техники, и они этой техникой будут тоже русских и самолеты сбивать, и танки их не подбивать. То есть это другой тип войны технический. Они не менее кровавые, я имею в виду, или бой. Ты не совсем меня правильно понял, я чисто это хотел ставить. Можно мне сказать? Хамза, тебе слово. Я имел в виду, что возможности Украины, и когда начал, и поддержка международная, так-то в сущности наши заслуги тоже не стоит умилять. У нас за плечами выигранная война у 150-миллионного государства, и это уже факт. И от Хусейна вам был хороший лайфхак, как выживать в экстремальных условиях. Но я думаю, что в сущности у меня такой пессимистический взгляд, что 22 года Путин, наверное, грабил его окружение, Россию и россиян, не для того, чтобы начинать войны и спускать это все в унитаз. Все, Хамза, ты закончил? Ну да. Да, Варкал. Хусейн, без слова. Ну, ребята, давайте вот говорить, что война уже идет, да, вот нету войны, нападут, не нападут, и молиться, потому что уже напали, Крым забрали, Луганск забрали, Донецк забрали, то есть там огромные территории уже Украина потеряла. Эта война идет, и мы за политиками тоже повторяем, что там какая-то антитеррористическая операция, еще какая-то, никакой операции нет, идет самая настоящая война. Ну, там, война, это же не подразумевает только там самолеты бомбить, это война, если
пехота захватывает территорию без самолетов, это не война. Так не бывает. Вот это есть война, ее надо все время бояться политики. Еще при Порошенко войну назвать войной, там вот это КТО, МТО, там разные названия придумывают. То есть я помимо этого хочу, кто не слышал, может быть, не знает из украинцев, может быть, кто-то не имеет информации, что русские в Чеченской республике создали концентрационные лагеря. Это тоже очень важно знать. Мы вот на немцев грешим, там концлагерь, там какой-то Хаузен, Маузен в Германии, там в Польше, в Австрии. Много таких было концентрационных лагерей, где тысячами людей содержали, убивали, они умирали, там, от болезни, холода, голода. Ну, точно такие же концентрационные лагеря были и на территории Чеченской республики, в основном на территории города Грозного, куда свозили со всех сел во время тоже опять такое романтическое название «зачистка», да, фактически это были облавы, когда окружали село танками, БТРами, полностью окружали село, ни один человек не мог выйти, ставили посты, и потом прочесывали эти село, солдатами, колоннами прям шли, по домам ходили, там поджигали, убивали, кого угодно забирали, все, что они хотели, делали, и тех людей, якобы по подозрению, да, но не понравилась рожа, там человек не успел, не бритый, там, не знаю, одежда, может, не понравилась, но во время войны все лощеные не ходят же, и то в одежде грязной бывает, естественно, не бритые люди бывают. Этих людей или там не так посмотрел, забирали девушек и парней, отвозили в концентрационный лагерь, ну и там делали похлеще, немцам даже не снилось такое. Вот я, например, лично сам побывал в ГУОШе, это было главное управление объединенных штабов в городе Грозном, куда свозили тоже один из таких концентрационных лагерей, где вообще мало кто туда выходил. Убивали там людей, они пропадали без вести, потом вот недавно кто из Грозного знает Карпинский курган наверху в Старопромысловском районе. Вот когда мы были в 95 году на переговорах в городе Грозном, оттуда нам привезли, я сейчас точно не помню, 9 или 10 ящиков, больших ящиков из-под боеприпасов. И там в нем были как бы раздробленные, обгоревшие кости. То есть кость, она такая штука, да, не может полностью сгореть, превратиться в пепел. Человека сжечь можно, а кость не сгорает, зараза. Вот они их дробили там каким-то образом, и для того, чтобы полностью как-то скрыть это преступление, складывали, засыпали эти ящики, ну и перевозить легко эти ящики с костями, полные набитые ящики этих костей, закопали, когда воинская часть уходила из Карпинки, они зарыли, где окопы были, туда закидали, зарыли, и местные жители увидели, наткнулись на них, откопали эти ящики и привезли к нам на переговоры. Но тогда у нас был генеральный прокурор Муртазалиев Магомед. Вот этот Муртазалиев зафиксировал этот факт, и статья даже в газете, помню, того времени, в российской даже газете, фотографии были. Но за это опять-таки никто абсолютно не ответил, никто так вот забыли, потому что победитель всегда прав. В данном случае в этот раз, во вторую войну мы, к сожалению, да, не хватило сил, и там по другим еще факторам, да, там религиозные и так далее, где нас раздробили, не дали возможность единого управления, создать единое управление, это тоже очень важно на войне. Разрозненные группировки очень легко бить. И еще я хотел вот то, что сказал Ибрагим по химическому оружию, применению. Я был в 95 году опять-таки на переговорах с сопредседателем с чеченской стороны по расследованию применения химического оружия в районе Сержень-Юрт и Автуры, между районами Сержень-Юрт и Автуры, кто с этих районов знает, там детские эти лагеря были, пионерские лагеря в советское время. Вот в этой зоне были применены химическое оружие.
снаряды или там, не знаю, ракетные обстрелы какие-то. Но факт, что на деревьях, ну там видно визуально, мы туда выехали с генерал-лейтенантом от МВД Шелест, фамилия его была Тори, не знаю, настоящая или нет. Ну вот с ним мы поехали в этот район, обследовали его визуально и там составили протокол, потом ну, там трава видно по траве, по деревьям, потом в селе заехали в село Автуры, где люди жаловались, что у малолетних детей, ну таких маленьких детей, там до 10, чуть больше лет, и все тело покрыто болячками. Взрослые не так, взрослые не передавалось это, но дети были поражены вот этим химическим чем-то там. И зашли в медпункт, и врач вот этого села, забыл его как фамилию, он подтвердил, что очень много детей с таким поражением кожного покроя. Ну, там мы тоже это зафиксировали и приняли решение, протокол, да, комиссия приняла решение, что необходимо создать независимую бактериологическую, ну, пригласить лабораторию, чтобы она там занялась пробами и своей работой. Но, к сожалению, тогда в 1995 году после покушения на Романова, Антонов Романов был такой герой, генерал, который Самашки 2 раза разрушил, убил очень много людей. И вот на него было совершено покушение, и после этого началась вторая фаза Первой русско-чеченской войны. Еще я хотел бы, знаете, вот призвать всех эту войну, да, которую русские пытаются, там, чеченская война, украинская война, грузинская война, всегда добавлять туда русско-чеченская война, русско-украинская война, русско-грузинская война, потому что таким образом русские хотят избежать упоминания своей страны вот в этой подлости, которую они совершают, да. Так, если говорят чеченская война, все время чеченская война, и люди, которые не очень в теме, они не понимают, что за война чеченская, как может быть чеченская война, там гражданская война чеченская, чеченцы между собой воевали или же с армией воевали. И потом тут тоже прозвучала цифра о 35, что ли, тысячах военнослужащих, которые как бы вошли, да, это тоже абсолютно неправильная цифра, откуда она взята, я не знаю. На территории Чеченской Республики было более 200 тысяч вооруженных сил, а Завгаев, вообще доктор Завгаев и 400 даже назвал цифру, это в 96-м году до операции, которую 6 августа мы провели. На сегодняшний день в Чечне находится 100-тысячная группировка войск, это не секрет. Если сегодня находится в мирной Чечне 100-тысячная группировка войск, то по логике во время войны ее должно быть несколько раз больше. Вот поэтому такие вещи тоже надо немножко правильно как бы говорить, и не занижая цифры, и цифры вот этих убитых, да, о которых мы сегодня говорим, 300 тысяч. Эти цифры тоже, вот я не помню, какой уже год, несколько года, 4-5, вот всем ненавистный Кадыров, генерал МВД, генерал Росгвардии, академик и глава российского как бы оккупационного режима, он назвал как должностное лицо, которое с Путиным и так далее встречается. Я сам лично слышал 2 раза, вот, назвал эту цифру, 300 тысяч убитых. Я думаю, что это реальная цифра, потому что если такого ранга человек называет, значит, он имеет доступ к реальной информации. Поэтому мы тоже должны придерживаться этой цифры все время. Не говорить там, одни 200 говорят, другие 180 говорят, другие еще что-то говорят. Если российский чиновник говорит 300 тысяч, верьте ему. Он говорит правду хотя бы в этом. Ну, у меня пока все. Маркал? Один вопрос у Алло. меня. Сколько с российской стороны убитых раненых? Можно? Знаешь, я вот с этим генералом Шелестом, да, когда разговаривал, когда мы были на переговорах на Ханкале в 95 году, вот именно Роману, они там были.
Вот у меня этот генерал Шелли спросил, сколько вас погибло примерно за этот период войны? Ну, я примерно сказал, что около 2000. И потом ему говорю, а у вас сколько погибло? Но он не сказал. Но я думаю, что если за 10 лет они в Афганистане говорят, что погибло всего 13 тысяч, да, что это абсолютно нереально. Если мы смотрим на украинскую армию, да, которая вроде бы не воевала, уже 14 тысяч погибло за это время, ну вот таких вот перестрелка. У нас все-таки не такие перестрелки были, а серьезные были военные действия, были партизанские отряды. Я думаю, там цифра свободно должна около 60 тысяч быть, потому что наступающие, да, всегда теряют в 2 раза больше, чем обороняющиеся. Это по статистике. Если исходя из того, что вот зашла такая огромная группировка войск, то это реальные данные, реальные цифры. Если они цифры скрывают, каким образом, тоже хочу, это я лично сам видел. Я в 94 году, когда в президентском дворце, мы когда были в президентском дворце, кто не знает, я там был адъютантом Масхадова, и вот приносили в штаб, как вы помните, там от раненых, то есть убитым, там военные билеты или какие-то письма, там, карты военные, планшеты, ну все, несли, в то время несли, сейчас бы, наверное, не принесли уже. И я собирал эти военные билеты, да, нашел мешок, и вот мешок складывал. У меня уже где-то полмешка накопилось, но половины вот из-под сахара, там, 50-килограммовый мешок. И, имеется в виду не под сахара, такой же мешок, как образец. И полмешка вот этих военных билетов. Но я сидел, когда время бывало свободно, и смотрел, перебирал эти билеты. И что я там заметил, да, что солдаты, которые погибли, которые там в плену были у нас, или раненые были, они все, эти солдаты, были из деревень, из таких деревень, о которых я вообще даже и не слышал никогда. Из глубин. Из глубинок, да, потому что вот если из города 10 человек погибнет в один день, город, там демонстрации начнутся, да, сразу это там газета везде. А если из 10 деревень погибнет 10 человек, это поэтому они не знают, действительно их погибло за порядка 150 тысяч убитых, да. Раненых. Да, вместе с ранеными свободными. Новогодний штурм, да, убитых исчисляется одна дивизия, да, это порядка 5 тысяч человек было убито в новогодний штурм. Вот я просто в продолжении этого хочу сказать, что эти военные билеты, еще одна интересная деталь там была. Солдат, который, например, там, откуда-то из России, да, командирован в Моздок, или куда там они формировали части Моздоки, туда командировали ротами, полками и так далее. То есть вот многие военные билеты, я не знаю, это 50 даже, можно сказать, процентов из того, что я исследовал, да, военные билеты, они были, в общем, была выписка, выбыл из воинской части такого-то числа. Вот не было отметки о прибытии в другую воинскую часть. То есть этот человек погиб, да, а его нету. Он не пришел в воинскую часть, нигде не зарегистрирован, на довольствие не стоит, но его уже и нету. И поэтому вот таким образом они списывали, вот, к чему мы говорим, что они занижают, да, каким образом занижают цифры, а вот таким образом, если солдата нету, да, не зарегистрирован в части, если у тебя в части 1000 человек, ты знаешь поименно, а если 500 из них не имеют прописки там, да, в этой части, то ты можешь говорить, у меня 500 солдат, хотя в наличии у тебя 1000 солдат. Таким образом тоже они закапывали, прикапывали, там, им вот это пушечное мясо было вообще до лампочки. Я вот опять это, по-моему, в том же 95-м году был еще и в комиссии по обмену военнопленными, и мы, вот сейчас не помню, то ли с подполковником или полковником Поповым, то ли Пилипенко, вот сейчас точно не помню, кто со мной был, да, мы поехали на УАЗике в Бамут,
посмотреть, есть ли там военнопленные. Ну, мы Шатой и Зандак, там везде я ездил, везде поиск военнопленных, чтобы зафиксировать, чтобы в общем, по программе обмен всех на всех, вот тогда так было, хотели обменять всех на всех, чтобы мы отдали всех солдат, которые у нас пленные, и чтобы русские отдали всех, кого они захватили, гражданских или наших, военных, или разницы никакой не было. Но с 2004 года, с начала войны имеется в виду, конечно. И мы поехали в Бамут, и в Бамуте, естественно, там никаких пленных не было, откуда они там могли быть. Там были боевые действия, все такое, но пленные там и содержать негде было. Если которые были пленные, отправляли дальше в тыл. И здесь на дороге, да, вот прямо в Бамуте лежал один скелет солдата, русского солдата, там сапоги валяются, а скелет полностью объеден, ну как вот видели, наверное, на бойне. Такой кости, все это дело, такой обглоданный весь скелет. Ну, дикие животные, видимо, точно не чеченцы. Дикие животные ночью, видимо, обглодали этот скелет. И я говорю этому: слушай, вон лежит солдат, может, заберете его? И какой там? И нужны были только живые, да, потому что за живого можно медаль получить, а мертвый кому он нужен? И вот он лежал, этот скелет, не знаю, что с ним потом было. Может, потом из него Родионова сделали, потом его как бы сделали из него святого какого-нибудь, да, там полежал на земле солдат бедный. То есть вот такое отношение у русских вот было к военным. Я помню, ну, это много рассказывали, я лично просто сам свидетель этого, когда мы были на переговорах, не на переговорах, а еще в президентском дворце, у нас там была, стояла радиостанция, с которой мы могли выходить на связь с русскими. Ну, такая же, как и у них, там на БТРах, они сейчас уже название, я забыл, на танках, на БТРах везде стоят однотипные радиостанции, вот такие здоровые. И такая же точно у нас стояла в президентском дворце, там в подвале, и мы оттуда выходили на связь с русскими, с командованием, с каким-то небольшим, потом даже с этими экипажами. И там был у нас, вот тоже, кстати говоря, для украинцев полезная вещь, да, был у нас полковник Таймасханов, по-моему, он не по-моему, да, он умер, он в последнее время, оказывается, жил в Украине, у него жена, скорее всего, была украинка, но он у нас был начальником центрального командного пункта. Но он говорил, вот, в общем, на супер хорошем русском языке, никакого акцента, ну, кадровый, военный, и там академию Генштаба закончил, он такой серьезный военный был. И вот он садился на эту радиостанцию, там брал трубку и туда там тряпку или платок положишь, чтобы голос немножко там перебить. Не совсем понятный голос был, чей. И выходит на связь, там сперва мы слушаем, ну как Сокол, я Орел, там 25-й, а 35-й, ну такие вот позывные. И вычисляем, кто подчиненный, а кто командир. Да? Вычисляем, какое подразделение, откуда чего, где кто командир, как у командира позывной. И потом он вклинивается, да, и примерно вот делает такой голос и в трубку кричит. Там мать-перемать, ну по-русски, да, куда и прешь, там, куда бьешь и так далее. Там, потом координаты давал этим российским вот этим артиллерии, там, гаубичной артиллерии разной, танкам и так далее. То есть выходил на них и давал приказы, чтобы они шмаляли по каким-то квадратам, которые он указывал. Они там, ну, вы представляете, это когда идет война, да, и ты сидишь, например, в экипаже, сидит в танке и едет по городу Грозному, там лупят со всех сторон, а сидят эти молодые пацаны же, и кто-то ему в рации говорит, куда прешь, а ну быстро назад, и так далее, то у него появляется уже возможность не умереть, да, и он раз разворачивается и уходит тогда. И такие вещи срабатывали, и когда в очередной раз выходили на переговоры, вышел генерал Бабичев, и там матом-перематом тоже, вот я тебя такого-сякого на первом суку повешу.
говорил, значит, очень четко попадало вот это вот то, что он как кадровый военный на карте обозначал цели, они долбили по этим целям. То есть, ну, Масхадов тоже во время войны, когда вот, здесь США, по-моему, упомянул штурм города Грозного, когда там... Бехмобилов, один вопрос к тебе есть. Здесь была такая информация, в общем, информация публичная, в печати. Часто проходили переговоры между, значит, нашими и российскими, останавливали войну. Да, да. Переговоры шли. И на переговорах всегда присутствовал Аслан. Да, да. Ну, за Джохара была назначена, в общем, миллионная, значит, за его жизнь цена. И на одних таких переговорах Джохар одел маску и якобы как телохранитель, знаешь, присутствовал на переговорах. Багдари, ты знаешь такую историю? Нет, я такой не слышал. Я думаю, что это, наверное, неправда, потому что я почти на всех... Именно здесь никогда независимый. Почти на всех переговорах. Я сам бывал там почти на всех, поэтому я такой... Тем более Джохар находился совсем в другом районе, да, нигде Масхадов был, там просто там линия фронта, да, на тот период, когда мы вышли из города Грозного, ну, покинули Грозный, там, в Аргун мы вышли в сторону Аргуна, главный штаб и вот эти наши подразделения, а Джохар был вот Рошничу, Русмартан, Ашваймартан в этом регионе, и по трассе Баку, по трассе Грозный, Шатой, вот с правой стороны там начинается Гихи и так далее. Там была зона ответственности Юго-Западного фронта, там Гилаев, там же командующий, главнокомандующий и президент наш Дудаев находился там, и другие командиры находились. А с левой стороны вот эта зона ответственности была как бы на Масхадове, главный штаб. Ну, главный штаб курировал все, но вот как бы персонально там. Хусейн, мы отходим от темы, там об этом говорить очень много. Хотел бы еще сказать пару слов. Я что хотел сказать. В общем, там было объявлено, что в Чечню ввели, в Чечню саму ввели и вокруг, короче, это порядка 32 полновесных дивизий. Это где-то такая же численность, как ты говоришь. Сааду Шолага, второй, это была цифра провозглашена, по-моему, где-то в кулуарах, да, короче, где-то Государственной Думы, порядка 80 тысяч российских солдат и офицеров погибло. Это второе. Третье, хотелось бы, чтобы украинцам, что пожелать. Война, которая идет, как Хусейн сказал, и правильно сказал, она уже идет, вам, может быть, какие-то там ракетные бомбовые удары пройдут, но тем не менее, чтобы захватить, чтобы уничтожить врага и захватить часть, как говорил Дудаев, господину Дейнекину, поздравляю вас с полной победой в небе над Чечней, встретимся на земле. И поэтому я хотел бы сказать, все-таки надо готовиться к наземным операциям, и желательно, чтобы выносить вот эти боевые действия с вашей территории, скажем, украинской территории, на территорию России. Это очень действенные вещи, вот, с такими пожеланиями. В любом случае, у вас страна большая, украинская, и они, думаю, очень достойные ребята, достойно встретят врага, и думаю, что победа будет за Украиной. Слава Украине! Это бег победы, что он. Это is goed, США, dat is goed.
Так. Наша гостья давно слово просила. Да, надо поднимать руку, Женя. Женя, поднимайте. Ну, пожалуйста, вам слово. Я просто хочу сказать всем большое спасибо, всем и живым, и мертвым. И я хочу сказать, что ничего не зря. Я знаю, что и сам Унаев ездил по нашему фронту и поднимал дух в тот момент, когда наши сидели, и у них концептуально это в голову не вмещалось, что мы должны стрелять в ту сторону, да. Вот, поэтому ничего не зря, никто, вот вся борьба, понимаете, на войне самое главное знать, кто наш враг на самом деле. Мы все знаем, кто наш враг на самом деле, и мы все знаем, где он. И желательно, конечно, и он убивает внутри России точно так же, как на Украине, точно так же, пардон, в Украине, точно так же, как в Грузии, точно так же, как, в общем, везде, где только может дотянуться. Я смотрю чеченских блогеров, я смотрю блогеров из России, я смотрю, как там деревни, целые деревни в Чечне из 20 огромных полноценных семей осталось там 2-3 человека. Я понимаю, как это у нас точно так же на Донбассе вот эти населенные пункты, по которым прошлась война, там сейчас там осталось по 2-3 человека, поэтому к сожалению, мы, да, пьем эту чашу, и очень жаль, что на Украине столько инертно мыслящего населения. Вот. Но я думаю, что его становится все меньше, если даже вот в публичном пространстве все больше выступает за то, что там, ну, мы должны поднять все наши силы, сгруппировать все наши силы. Я просто хочу вам всем сказать спасибо, большое спасибо, что вы дали мне слово, большое спасибо, что вы дали мне советы. Я, к сожалению, маленький человек, да, но я все равно, как это сказать, я понесу это и в себе, и по соцсетям, и там, где я смогу достучаться, я попробую обязательно достучаться до наших людей. В общем, большое вам спасибо, ничего не зря, Запад очень инерциозен и суммарно, он помогает сейчас не только Украине, он сейчас помогает вообще сам себе, потому что Путин вышел и впервые сказал, что там я против НАТО, я там буду бомбить еще, то есть он начинает вылазить за пределы своей кроличьей норы, грубо говоря, и поэтому у Запада сразу появилась какая-то реакция, но она все равно суммарная, кумулятивная, и за Чечню в том числе, я думаю, вот, поэтому спасибо вам большое, извините, что я... Спасибо вам большое. Я, честно говоря, так переволновалась, я теряю слова. Извините, что я не могу связно мыслить сейчас. Я просто очень волнуюсь. Просто спасибо вам большое, и все. Спасибо огромное. И вам дякую. Спасибо. Так, кто еще хочет сказать? Спасибо, Женя. Так, друзья, если нечего сказать, больше некому сказать, то на этом, наверное, сегодняшний стрим мы закончим. Если вы не возражаете. Молчание, знак согласия. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. В пятницу будет обычный эфир, и в субботу, скорее всего, мы сделаем на чеченском языке такой же стрим на чеченском языке, Zoom стрим, где каждый желающий сможет принять участие. Спасибо, слава Украине, все будет Ичкерия, Господи, благослови Америку. Спокойной ночи, до свидания. Героям слава. Да,